видеоигрой в истории, потому что геймплей обещал буквально все и буквально сразу. И вроде как это будет даже не онлайн-гринделка, а настоящая сингловая видеоигра. В общем, сообщили, что выходит это чудо в марте 2026, что просто замечательно. Но есть нюанс. В этом трейлере было 1,5 кадра геймплея, и в тех это были просто типа анимации добивания, что очень обидно. При этом в кат-сценах игра выглядит уже как-то вообще не впечатляюще, как какая-то типа усредненная китайская копирка на Skyrim / Dragon's Dogma. Ну, игра корейская, но это не имеет значения. Плюс, конечно же, современные шакальные визуальные артефакты очень портят картину. Если что, это не Unreal Engine, это их внутренний движок. Таких вот маркетологов, которые делают вот такие трейлеры, надо палками гнать из офисов. Они не умеют игру показывать, только негатив один вызывают. Ну и, конечно, главный трейлер всей презентации — это Росомаха. И опять же, хочу, чтобы вы вспомнили 5 минут геймплея Сараса, потому что в этом трейлере Росомахи очень мало кадров живой игры. Одни сплошные кат-сцены, плюс один раз Росомаха бежит и пару анимаций добивания. Нафига такие трейлеры вообще показывать? Что можно почерпнуть из этого трейлера? Ну покажите вы также там пару геймплейных сцен полноценных, без монтажа. Покажите, знаете, вот вертикальный срез, один уровень, как было в той же призе Джеймса Бонда. Вы же хотите продать мне игру? Так покажите мне игру, потому что, пока вообще не заинтересовала. Хотя бы с возрастным рейтингом проблем нет. Игра жесткие 18+. Людей протыкают острыми предметами во все стороны, кровь хлещет, отрубленные руки и ноги. Но обратите внимание на такую вещь. Все враги Росомахи — это какие-то киберулучшенные люди. А значит что? Значит, нас ждут обычные драки, где нужно будет крутить камбухи по врагам ССС-трики, бить их так же, как Человек-паук, потому что, Росомаха не может покрошить пополам своими мега-ножами в один удар. Они же типа киборги. И опять же, высокий рейтинг нам вообще не гарантирует того, что это будет взрослая игра по содержанию. Насилие — это не равно взрослый контент. Также я вам хочу напомнить, что был слив файлов игры с огромными кусками геймплея прототипного, где Росомаха ходил по уровням, жал кнопку X и рассказывал игроку экспозицию. Короче, откровения не будет, нас ждет очередной Sony эксклюзив. Очень дорогой, очень качественный, с крутейшим роликом, продакшеном, очень красивый, милый, плохого, наверное, ничего нет. Беспроводные колонки, якобы они так, году самое то анонсировал ремастер платья. Нет, не анонсировал. Еще, кстати, чуть позже PlayStation спустилось. После этого они анонсировали кроссовки в коллабе с Рибоком и Арт. Хоть каждую распродажу в Steam у меня начинается. Уведомления о скидках сыпятся на почту, желание купить все и сразу только растет. Вот и сейчас сижу и думаю, на пиратскую Якудзу скидка 40%. Да, но и ремастер финалки 7 отдают задарма. Осенняя распродажа — это всегда маленький праздник, так что без пару новых игр в библиотеке я ее себе не представляю. Но вот как пополнить баланс Steam — это всегда отдельный квест. Варианты всегда есть, но они геморные и довольно стрёмные. Однако теперь все решается в пару кликов через МТС-оплату. Заходишь на сайт, вводишь только логин и почту. Никаких паролей и данных карт. Можно платить как с карты любого банка через СПП, так и со счета МТС. Деньги приходят моментально, и ты сразу бежишь забирать из листа. И самое приятное, до 6 октября действует промокод GABINLOVE, который полностью обнуляет комиссию и сервис. Пополняешь баланс Steam напрямую и платишь столько, сколько хочешь закинуть. Не считая конвертацию в валюту. Удобно, безопасно и без лишних переходов. Так что если тоже собираешься на осеннюю распродажу, пополняй Steam через МТС-оплату. Вводи GABINLOVE и покупай. Не самый противоречивый анонс — это внезапно ремастер Deus Ex. Противоречивый он потому, что выглядит это
для начала не очень, а вообще в целом просто довольно странно. Мне вот вообще не нравится вот этот подход, когда берут, знаете, старую игру и внезапно меняют игровые ассеты в ней на современные. Ремастер Deus Ex делают те же люди, что делали ремастеры Soul River и Tomb Raider. Я совершенно ненавидел, как эти ремастеры выглядят. Типа это старые игры, у них большие пустые локации. Если в этих локациях будут высоко детализированные модели 4К текстуры, игра от этого начнет только хуже. Вы весь визуал переделываете с нуля, либо вообще ничего не делаете. Нафига мне 4К Ультра HD Лара Крофт в локации из футбола? Но зато очень высоко детализированный плотный стены. Собственно, боги этих ремастеров игры так примерно как мы их запомнили у себя в голове. То есть, к примеру, в том же Quake 2 они как бы сделали модели оружия врагов чуть-чуть лучше, но все еще они оставили их олдовыми. Они там добавили современное освещение, сделали его классным, но они не поменяли общий визуал. Или, к примеру, вот недавно они System Shock 2 выглядят, ну, просто обалденно. Это все еще старая игра, но они древний графон, так сказать, превратили в стиль, чуть-чуть осовременили, но совсем. В общем, они погружались в первоисточник и делали ремастер. Пророчили, что именно Night Dive должны сделать ремастер такой величайшей культовой классики, как Deus Ex. Но почему-то не фартанули. Теперь странные части этого разговора. Просто разработчики мастера взяли опять же свой старый подход. Оставить игру как есть, но делать современные модели персонажей и запскилить текстуры. Но почему-то в этот раз они решили делать их не современными, вот как на сегодняшний день, а как будто эта игра типа из 2004 года. Реально оно выглядит как Doom 3 или как Хроники Риддика по какой-то причине. Персонажи даже плечи стали шире. Выглядит это просто до ужаса нелепо. Ну и само собой, это по-прежнему очень старая игра, которой 25 лет. В ней огромные пустые квадратные локации, но теперь на эти пустые стены натянуты 4К текстуры. А теперь самый угар. В рекомендованных системках в Steam указано RTX 20. То есть игра стала выглядеть хуже, потеряла визуальный стиль, ну и заодно системка выросла с античных до вполне себе современных на 2025. Люди еще начали сравнивать это с Deus Ex Human Revolution, который нужна была видеокарта GTX 707. Уморительно. Плюс одна из самых ироничных вещей здесь для ремастера Deus Ex, жуткого киберпанка по ужасной пылище, конечно же, люди. В общем, играйте в оригинал, есть замечательный канадский мод Deus Ex Review, который оставляет оригинальный визуальный стиль, но делает игру несколько современнее, без 80. Также в честь Tokyo Games Show свою презентацию провела и Microsoft, и каким-то образом у них вышло намного хуже. Начали они с анонса ремастера Gungrave Gore. Я не очень знаю эту серию игр и аниме. Я знаю, что оно выходило когда-то на PlayStation 2, там оно получило не очень хорошие оценки, но при этом игра стала культовой. Это же здесь вроде как допиленное переиздание игры 2022 года. Игру перенесут на новый движок, и что-то там было там увидеть. В целом анонс вообще так себе, но лично я это в первый раз вижу, и выглядит это здорово, так что одобрю. В Steam у оригинальной игры оценки хорошие, так что это должно быть круто. Дальше был трейлер Double Dragon Revive. Должен сказать, что визуально выглядит весьма уныло и слабо, но делают игру Arc System Works, которые известны за и классные. Так что как минимум разрабы люди уважаемые и выучили. Выходит, кстати, уже 23 октября. Показали трейлеров новых покемонов Анимо. Это будет фри-то-плейное RPG про коллекционирование существ. Правда, непонятно, это будут именно покемоны или это будет типа Палворов. Геймплея в трейлере нет, а герои бегают по каким-то полям и лесам. Покемоны про сражения с тренерами, бегают, про путешествия, про новые города. Но в любом случае неудивительно, что Nintendo в последнее время так возбудилась с патентами на свои геймплейные механики. Нынче каждый второй делает своих покемонов. Надеюсь, Nintendo в итоге производит шапшалом по губам. Не будет давать деньги.
Я вот все думаю, а почему Nintendo молчала, когда придумали Digimon? Внезапно, именно на презентации Microsoft Xbox анонсировали Sudden Strike 5. Это та самая серия стратегов противостояния. Кто играл в стратегию для людей, вы должны это знать. Реально, я как бы 2005 год вернулся. Опять стратежки про Вторую мировую. Вот Герапон. Правда, начинали серию русские разрабы, но они когда хлопнулись. И четвертую, пятую часть Sudden Strike, не издают немцы из Калипсо. Я издателю Калипсо не доверяю, потому что они скатили в помойку моей любимой серии Royal. Было еще много трейлеров какого-то аниме, обновлений уже известных игр, трейлеры игр, которые мы раз видели, реально. Об этом говорить не буду. Но закончили они анонсом Forza Horizon 6, которая будет круто. Плюс очень интересно, как они это реализуют. То есть во всех предыдущих Forza ты в основном гонял по природе. Города были совсем мелкие, а тут как бы обещают только обширные городские локации, большие комплексы, сложные. Это прямо нечто новое. Ну и Япония это все действительно место, где опять же, это культура физюмных тюнингов машин. Кто знает, может быть, в Forza добавят визуальный тюнинг. Дрифт по серпантину. Еще я знаю, у японских дальнобоев есть культура таких цветастых специальных тоже очень всех. В общем, очень много где можно разгуляться и напридумывать других приколов. И я уверен, разрабы с этим в лучших частях они не приходят. Но геймплея не показали, так что говорить будет совершенно не о чем. Мне уважаю такие анонсы. Ну, показывали бы сразу хоть что-нибудь. Нафига вот анонсят сейчас? Ну, наверное, потому что Tokyo Game Show в Японии, ну и как бы понятно. Странная вообще у Microsoft вышла презентация. Как будто кроме анонса Forza им и показывать нечего. Да и на Forza им нечего показывать. Однако, интересное пошло уже после. Значит, Microsoft открыли предзаказы и раскрыли официальную цену Asus ROG Xbox Li. Вы же еще помните ту портативку от Microsoft в коллабе с Asus? И вот те раз. Портативка будет стоить $1000. Ну, доброе утро. Но, правда, $1000 это серьезная версия с чипом Z2 Extreme. Обычная, лайтовая версия будет стоить $600. Но она не сильно мощнее того же Steam Deck'а за 350 и в целом как бы не нужна. С ценником все ясно. Столько эти x86 портативки на топ-железе и стоят. Но это с одной стороны. С другой стороны, Microsoft это продвигает вообще-то как Xbox. А игровая консоль Xbox за $1000 это просто абсурд. Не говоря о том, что эти x86 портативки в целом очень сомнительное вложение средств. На всякий напоминаю, что это просто ноутбук на винде в корпусе портативки с приделанным геймпадом. Microsoft, конечно, обещают сделать там какие-то улучшения для игр, нормальный интерфейс, решить проблему шейдеров, как на Steam Deck'е, но в любом случае новейшие AAA игры на таком устройстве играть мысль весьма сомнительная. Ну а для лайтовых игр опять же есть Steam Deck. Иронично, но говорят, что версию за $1000 уже везде раскупили. Мы живем в весьма проклятом таймлайне. Но и это не все, потому что Microsoft подняли цены на обычные Xbox'ы уже второй раз за год. И вот тут вообще пошла жара. Xbox Series S теперь будет стоить $400, Xbox Series X $650. А самое дикое это Series X Galaxy на 2 терабайта. Он взлетел аж до $800. Правда, это все в США. С оправданием, что, ну, ребята, макроэкономическая ситуация такая, да. Сами понимаете, люди в интернете подняли Microsoft насмех. И действительно, цены просто абсурдные. Такое впечатление, что они вообще не хотят больше Xbox продавать. Ну так не мучились бы уже, я не знаю. К примеру, та же PlayStation 5 Pro, в которой, на секундочку, тоже 2 терабайта памяти, и она, опять же, круче Series X, мощнее, она стоит $750. Люди все больше склоняются в сторону ПК. Уж за $800 можно собрать неплохой игру. Плюс на нем также есть Game Pass. Плюс Microsoft не просто же так для своей портативки делают этот улучшенный игровой интерфейс. Они в целом для винды это делают. Так и зачем нужны Xbox? И зачем нужны их портативки? Но и это не все. Внезапно подъехали новости о подорожании геймпасса. Теперь у нас схема следующая.
Самая дешевая подписка Core, куда входит подборка из 50 плюс игр, стоит 10 баксов в месяц. Средняя подписка, бывшая стандарт, теперь она называется премиум. Туда входит подборка игр и игры Microsoft, но только через год после релиза. Такое счастье за 15 год. Ну и Ultimate подписка, куда входит все-все-все, плюс игры в день релиза, плюс подписки от Ubisoft и Electronic Arts, и это теперь будет стоить целых 30 долларов. При этом новую стоимость Ultimate подписки, в частности, оправдывают тем, что в нее теперь входит нечто под названием Fortnite Crew. Очевидно, это подписка на Fortnite, в которую входит специальный Battle Pass и V-баксы каждый месяц. И вот только оно само по себе стоит целых 12 долларов. Ну как бы, ведь далеко не все играют в Fortnite, а можно вот подписку без Fortnite, но на 12 долларов дешевле. Само собой нельзя. Также работяги выяснили, что раньше в Ultimate подписку входили также скидочки на скины в Call of Duty. И теперь эту скидочку у подписчиков забирают. Цены, конечно, это все условные, во всех странах ценник будет разный. Новые цены, это, конечно, край, ужас. Удивительно, как Microsoft решили вот за один месяц забить всю свою фан-базу, всю свою репутацию. Потому что такое уже никто защищать не хочет, ни в коем разе. Вроде как сайт Microsoft даже упал на какое-то время из-за наплыва желающих отменить подписку. Людям не нужны сразу все игры этого мира. Даже наоборот, все в итоге приходят к тому, что чем больше у тебя выбор игр, тем меньше хочется в них играть. Взрослые люди вообще не так много играют, времени не хватает. Все эти подписки и распродажи в Стиме — одна из главных причин игровой импотенции. Но окей, предположим. В целом, я думаю, подписка Core и стандарт все еще стоят того. За 15 долларов все еще получается жирнючая подборка верноты, и она как бы просто не даст есть. Всегда есть во что поиграть. Но вот подписка за 30 баксов просто не имеет никакого смысла. И я на самом деле даже не могу сказать, что оно того не стоит. То есть все еще огромная куча AAA игр, свежие релизы постоянно в первый день и так далее. То есть чисто по деньгам, наверное, да. А уж если брать на целую семью, то вообще нормально. Но с точки зрения здравого смысла, это просто дурость. Я не знаю, есть ли у них скидка там за целый год, но предположим, год будет стоить 360 долларов. Это же типа 5-6 полноценных 4А релиза. Что вам лучше? Иметь доступ к 400 игр, в которые вы не будете играть? Или купить навсегда 5 игр, которые будут конкретно вашим выбором? Мне кажется, что второй вариант себе лучше. Плюс все эти подписки, они же на то и стали популярны, потому что они были недорогими. То есть люди подписываются на это все и как бы оставляют их, забывают про них. Иногда они используются, иногда нет, но в целом это не такой большой удар по бюджету. Мы же реально хайпили Game Pass раньше, потому что подписка на год стоила как одна игра. А если ты новичок, вот это вот. То есть подписки — это в первую очередь такая небольшая доплата за ежедневный комфорт. Но теперь, когда подписка стала дорогой, ты реально начинаешь задумываться, что ты должен получить из нее всю цену, чтобы деньги отработались. И с подписками это просто так не работает. Подписки, они же как шведский стол. Возможно, там есть что-то вкусное и прикольное, но это в любом случае не то, что ты хотел. Возможно, имеет смысл, скажем, ждать интересующего тебя релиза, и когда эта игра выходит, подписываться на один месяц, чтобы пройти ее всего за 30 баксов. Но вы же знаете эти подписки, они так просто не отпускают. И чтобы отписаться, обычно надо пройти 5 кругов ада. Опять же, у Microsoft вон сайт упал, и они сами его положили, чтобы люди не отписывались, а потом они просто забудут про это. Знаешь? Короче, что я понял на своем опыте спустя годы со всеми этими подписками и играми. Все это фигня. Иметь шведский стол включенного контента, даже без крутого контента, это плохая идея. Потратить 2 месяца на одну хорошую игру, которая вам реально нравится, принесет вам куда больше счастья, чем прокликивать 20 рандомных игр из подписки по полчаса. Это даже не имеет значения. Одна Open World Windows, насколько часов, какая-нибудь крутая линейная игра на 12 часов, насколько хорошая, что ее не раз. Плюс мы, как люди, психологически сильнее привязываемся, если тратим время. А
А это означает, что эмоции от нее будут сильнее. Вы, конечно, можете спорить. Я уверен, в комментариях будет 100-500 просто ментальных высокоуровневых гениев, которые будут писать: да ты с ума сошел, капец ты дурачок, защитник корпораций, я скачал 200 игр с торрентов и наслаждаюсь каждой. Ну это чистая психология, ребята, типа тупо оправдываться. Дело даже вообще не в деньгах, а в том, что вот мы в таких ситуациях вкладываем частичку себя, частичку своего труда, своего времени. И само собой мы эту вещь больше ценим. Но опять же, имея меньше вещей, мы каждую из этих вещей ценим сильнее. Поэтому, да, подписки не нужны, а подписки за 30 баксов не нужны втройне. Я за осмысленное потребление. Новость про меня любимого. Как вы все знаете, у меня есть Бусти, я его недавно проапгрейдил, переделал все тиры, награды и так далее. Так вот, там теперь будут эксклюзивные ролики. Сейчас уже висит 2 эксклюзивных ролика про Factorio Space Age и Unreal Tournament. Ролики большие, по 50 минут, по часу, хорошие, интересные. Также для самых заинтересованных у меня теперь есть мерч. Снова я буду рассылать мерч. Это в первую очередь вот такие замечательные пины. Пины стальные, тяжеленькие, не какая-то фигня из полупластика, которую можно на Алике купить. И вот замечательные стикеры, там есть еще и другие. Стикеры тоже качественные. Я в первую очередь делаю мерч такой, чтобы я сам его хотел иметь. И еще теперь у нас есть специальный закрытый чат в Телеграме, где я постоянно сижу. Так что ссылки в описании. Приходите, буду вас всех ждать. Одно из самых интересных и странных событий всего Tokyo Game Show — это демонстрация геймплея нового китайского казино Ананка. Судя по всему, это опять же будет самая видеоигра в истории, но только теперь в сеттинге городского киберпанка. Тут и полноценная GTA с машинками, бандитами, перестрелками, тактикульными заданиями. И внезапно почему-то Человек-паук с полетами на паутине и полноценным геймплеем Венома. И все это полностью скопировано из игры Sony один в один. Также в геймплее просматриваются украденные элементы просто отовсюду. К примеру, там есть в трейлере сцена, где машина тащит героя, который держится за веревку. Один в один, как в Uncharted 4. Также там будет социальная и романтическая линия прямиком из Персоны. Битэмап и очень много мини-игр прямиком из Якудзы. Ну и все это кринжовое аниме без какого-либо визуального стиля, но зато с кошка-девочками, с огромными сиськами, с физикой. И само собой игра free-to-play, чтобы можно было кайф. Китайцы, как обычно, ничего своего сделать не могут, все воруют и облагораживают платными гаджетами. Категорически осуждаю. В каком-то смысле это даже обидно. Ну, то есть, если так посмотреть, все, кроме почему-то внезапного человека, выглядит довольно уместно и круто. Откуда они тут достали полеты на паутине Венома, я вообще не знаю. Ну, как бы, опенворлд гринделка с машинками, перестрелками, драками, ну ведь неплохо. Но вот все портит то, что игра бесплатная и будет строиться на донат. Нафига оно мне такое? Значит, будет бесконечная прогрессия, постоянный новый фичерный контент, грилд локаций, нафиг оно все мне. Вот они могли они сделать вот то же самое в нормальном сингловом платном формате. Также традиционно свою небольшую презентацию организовали и PC Gaming Show. И у них, как обычно, очень много сомнительных фигни, но также и очень много интересных небольших анонсов и трейлеров. Ну, перво-наперво показали нормальный геймплей Warhammer 40 000 Dawn of War 4. Выглядит круто, что сказать. Но какие-то выводы пока сделать сложно. Сюжет, стратегия, и это надо на деле смотреть, как они там реализуют геймплейные детали. Вроде как обещают, что это будет именно первый. Напоминаю, что вторая и третья, они такие более тактические. Night Dive анонсировали ремастер Блада. Все будет балдежно по их канонам. Выйдет везде, будет новый контент, будет 120 FPS, короче, красота. Я очень сильно этого ждал. Earth Must Die. Классическая юмористическая point-and-click адвенчура. Ну, сегодня это уже проще назвать интерактивный мультик. Внезапно почему-то именно на этой презентации анонсировали Якудзу Kiwami 3 с новым контентом. Обещают немного перелопатить сюжет так вот, чтобы можно было понять сюжет третьей части, не играя в предыдущие две. Выйдет 12 февраля. Очень здорово выглядит игра Tanuki Pond Summer. Я даже затрудняюсь сказать, в каком она жанре. В геймплее показывают вообще все и сразу. Наверное, это именно типа летнее приключение.
Занимаешься доставкой, катаешься на велике, эксплоришь локации, мини-игры делаешь всякие, весело. Такое очень жду. Забавно выглядит игра про организацию собственной секты Join Us. Вроде как это усредненный выживач-ферма, но вот все именно обернуто в идею секты. То есть надо также проникать в город, оставлять послания, проповедовать свои идеи, вербовать людей и, конечно же, отбиваться от рейдов ФБР. Плюс обещают именно вот гибкую систему самой секты. То есть можно будет реально разрабатывать свою идеологию, и люди будут там исследовать. Broken Lore Don't Die. Хоррор про погружение в сознание сумасшедшей девушки. Соответственно, в голове у нее безумная каша и психодел. Выглядит шикарно. Вообще вот такие вот презентации стали намного интереснее больших официальных конференций от корпораций и платформодержателей. Вот игры, которые я вам перечислил, выглядят неиронично намного интереснее любого 4А релиза от Sony или Microsoft. Даже в каком-то смысле обидно, что вот этим замечательным анонсам, вот этим замечательным играм уделялось время, ну типа минута, 1,5 минуты на трейлер. Вместо того, чтобы более детально показать геймплей и вот прорекламировать более основательную игру, потому что, опять же, какая-нибудь игра про тануки или вот этот вот хоррор про путешествие по сознанию девушки, ну, они выглядят просто обалденно. Так что на таких презентациях происходит настоящий угар, творчество, самые разные игры и самые талантливые разрабы. Значит так, произошло нечто невероятное. Electronic Arts взялась и одним махом продалась Саудовской Аравии. И теперь они будут частной компанией. Если говорить точнее, то консорциум во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии выкупают все акции Electronic Arts и убирают ее с фондового рынка. Сумма сделки аж $55 миллиардов. Планируют сделку закрыть к 2027-му, потому что сейчас опять вот это вот начнется. Надо идти ко всяким регуляторам и утверждать эту сделку. Ну, вы помните все эти истории с покупкой активистов. Что это означает, пока не очень понятно. Как бы принято хейтить Electronic Arts, но параллельно с казино про футболистов они выпускают губнатый фонд батла 6 с слишком профессионально. Новые владельцы уже заявили, что у них в планах сильно сократить расходы благодаря внедрению искусственного интеллекта, что, безусловно, просто отвратительно. С другой стороны, пошло огромное количество мемов про то, что повесточка «все это харам». Главный сценарист Вейлгарда, которого, кстати, уже уволили из BioWare, успел на эту тему поплакать в Твиттере. Но я бы такое сильно не рассчитывал. Для них, Саудовской Аравии, это в первую очередь уравнение средств. Они пытаются диверсифицировать свою экономику. И в том числе у них в планах сделать из Саудовской Аравии страну №1 по электронным развлечениям. Самая большая проблема здесь следующая. Часть выкупа в себя берет сама электроника. И в итоге из-за этого она уходит в долги на 20 миллиардов. Но, как бы сами понимаете, долги надо отрабатывать. Поэтому в ближайшее время начнется жесткая оптимизация всего. Искусственный интеллект, опять же, плюс люди пророчат закрытие BioWare, потому что, ну, никогда там последний раз нормально не было. 15 лет назад. Скорее всего, монетизацию в Батле 6 ужесточат, ведь это самая хайповая игра, которая выходит. Ну и кто знает, кто еще там у них будет. Во что это выльется, мы узнаем, конечно же, только со временем. Лично я очень жду NFS Arab Drift Cars 2. Но все же немного стрёмно, что вот всю игровую индустрию потихоньку выкупают Китай и Саудовская Аравия. Вышли игры. Вышел Silent Hill F. У меня очень противоречивые чувства. Я думаю, игроки тоже жестко разделятся на два лагеря. Но, наверное, это как минимум означает, что игра любопытна, вызывает дискуссию, есть как называется. Короче, никаких спойлеров не будет, я вот по верхам пройдусь, абстрактно поговорю. Лично я игру прошел, и вот что я думаю. Мне кажется, это не очень хорошая игра. Именно с геймплейной точки зрения. В плане, что боевка просто до нелепости убогая. Ее попытались сделать фрейз-лайком, какая-то концентрация, здравомыслие, куча расходников, разное оружие, что такое, и оно ломается, и надо чинить. И ничего из этого в геймплее не работает. Ничего из этого нафиг не нужно в игре. К примеру, сконцентрированные атаки и тяжелые атаки наносят типа, в 2 раза больше урона, чем обычные быстрые. Но при этом
они вызывают намного больше гемора. Пока там героиня замахнется, на концентрированные атаки нужны расходники. И, короче, просто намного логичнее и эффективнее бить обычными атаками и ничего из этого не использовать. Пазлы в игре тоже довольно слабые. Большая часть пазлов это вот типа вот тебе дверь, и тебе нужно собрать 2 ключа, или там 3 таблички, или там 4 медальона в ближайшей локации из 10 одинаковых комнат и вставить их в дверь. Возможно, в каком-то определенном порядке. Но как бы Silent Hill никогда не был вот про геймплей. Геймплей был достаточно лайтовым и вайбовым всегда. Вот самое главное, чтобы он не мешал истории. Тут же геймплей истории мешает. Типа под конец игры ты буквально ходишь и зачищаешь арены, как в Думе. И это я играл на обычной сложности, как боев, так и пазлов. Есть же еще повышенная, и я не представляю, какая там духота вообще. Но что же насчет истории? Сюжет, история, они непростые. История интересная, но она очень сильно погружена в японскую культуру, менталитет и историю. Поэтому западным игрокам она будет не сильно близка. По сути, это повесточка, но типа это японская повесточка. В Японии сейчас идет активная борьба против консервативной движухи, против вот дедов, против этого менталитета о долге, уважении перед старшими, перед императором, против дедовщины и в том числе против патриархата. Если вы смотрели Годзиллу -1, который вышел пару лет назад, он тоже вот про то же самое. Ну и Silent Hill F, вот про это. Плюс игра довольно медленно разгоняется, и окончательно сюжет раскрывается только в финальной катсцене, и я вот не уважаю такой подход. Когда ты ходишь 10 часов, гундишь непонятно о чем, и в конце на тебя просто все вываливают разом. Ну и самая большая проблема в том, что самые важные детали истории подаются в записках. И эти записки зачастую написаны метафорами, и их очень просто пропустить, или даже типа проморгать. Вы знаете, как бывает? Играешь, что-то там записка, хз, глазами пробежал, пошел дальше играть и бить монстров. Собственно, я так проморгал очень важную деталь сюжета, которая делает всю историю серьезнее. И она просто, ну типа, написана одной строчкой в какой-то записке, которая где-то там валялась, черти где, и просто можно просто посмотреть, и ты нифига не поймешь. Мне, собственно, эту деталь рассказали уже в моем телеграм-канале, когда я пост написал, ребята в комментариях объяснили. Ну и, конечно, чтобы узнать историю целиком, игру надо пройти там типа 2-3 раза. И в целом, после прохождения игры, я реально очень захотел узнать эти детали сюжета. Но проблема в том, что сама игра недостаточно хорошая, чтобы я на нее тратил еще 10 часов. Так что я не могу сказать, что игра плохая в конечном итоге. Плюс она мега красивая, реально. Хоть технически она немного там страдает. Но как бы, если вы спросите конкретно меня, я скажу, что это вот тот редкий случай, когда будет интереснее посмотреть на ютубе 2-часовой обзор. Или вот какой-нибудь игрофильм, чем играть в игру самому. Ну и музыки Ямаоки в игре, считай, нет. Саунд-дизайн очень бедный. Так что... Вышел Ghost of Yotei. Никаких откровений, это четкий, ровный, безопасный сиквел Цусимы. Средние оценки 8-9 баллов из 10. Конечно же, все издания в первую очередь хвалят главную героиню. Якобы она получилась интереснее, чем герой Цусимы, что в моем представлении не слишком серьезное достижение, несложно быть интереснее куска бетона. Хотя по этой теме случился забавный срач, потому что героиня внезапно не соответствует стандартам красоты в интернете. Пошли извинения перед Ubisoft, ведь в Assassin's Creed Shadows главная героиня была гораздо более миловидной. Я не знаю, чего люди хотели. Героиня Йотея выглядит как видавшая виды женщина лет 40, вроде все нормально. Надеюсь, по сюжету не выясняется, что ей 12 лет, и она главная красотка всей Японии. В остальном получилась усредненная гринделка в Open World. Примерно то же самое, что и Цусима, но лучше. Хвалят прогрессию, в каждом закоулке игрового мира можно найти что-то интересное и полезное. Но ругают за нудность сюжета, который очень просаживается в середине. И все тот же Open World гриндан, который невозможно схематичный. Короче, беготня по вопросику на карте. Зато игра очень красивая и отлично работает даже на базовой PlayStation 5. Через годик ждем на ПК, чтобы открыто заявить, что игра не нужна. Вышел Dying Light The Beast. Тут все немного проще. Dying Light — одна из моих самых любимых игр. Я поиграл в The Beast часов 15, и вот что я вам скажу. The Beast, по сути, должен был быть DLC для Dying Light 2. Но его решили расширить до полного релиза. Ну и примерно так игра и ощущается.
это обычный геймплей Dying Light с паркуром и рукопашкой. Добавили пару новых фишечек и типов оружия. Игровая карта очень напоминает дополнение The Fallen для первого. Много открытых мест, каких-то гор, есть машины, маленькие городские локации. Усредненный сюжет, есть очередной сумасшедший тиран в этом постапокалипсе. И главный герой хочет ему отомстить. Ну и как бы все вперед, чисти Open World view. Open World чистится весело, все как раньше. Так что если вы любили Dying Light за геймплей и Open World, то это вот оно, вперед, наслаждаемся. Но, к сожалению, в игре нет той самой атмосферы позднего лета. Игровой мир скучноватый, сюжеты персонажей ну совсем никакие, вообще не ценны. Это хорошая убивалка времени, если вам нужно понажимать кнопки 2 часа перед сном, чтобы вырубиться. Но все же это далеко не тот самый Dying Light, который я полюбил. Надеюсь, что хотя бы ваши лайки под этим видосом это компенсирует. Спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях все, что думаете по всем темам, которые мы тут обсуждали. Обсудим это вместе. Я все читаю, все на все отвечаю. Традиционно приглашаю вас в описание. Там есть всяческие ссылки на мой телеграм-канал, на мой бусти. Прокликайте рекламные ссылки, мне это сильно поможет. Спасибо огромное. По экрану бежит список бустеров и патронов, которые также финансово поддерживают этот канал. Им вообще тройное спасибо огромное. Ну и как бы присоединяйтесь к этому списку. Все, увидимся.
Chad, there's a video I wanted us to take a look at. Destiny's quality went down. Destiny 1 versus Destiny 2, art, audio, and more. And I've actually have brought this up before a few times, where essentially I felt like, for instance, the New Light mission or the intro for the New Light mission. It just seems like the tone, especially when you enter to that fallen area, it just seemed to be missing something from the D1 version of it. You know what I'm saying? Let's listen to this video though. Destiny and Destiny 2 are quite different from each other. Oftentimes people ask what the differences between the two games are, but the average Guardian doesn't really... Что нас ждет внутри? Еще больше страданий? Неважно. Сами узнаем. Неизвестность, словно сирена, зовущая нас к себе и готовая поглотить нас целиком. Пожалуйста, не дайте себя съесть. Versus Destiny 2, art, audio, and more. And I've actually have brought this up before a few times, where essentially I felt like, for instance, the New Light mission or the intro for the New Light mission. It just seems like the tone, especially when you enter to that fallen area, it just seemed to be missing something from the D1 version of it. You know what I'm saying? Let's listen to this video though. Destiny and Destiny 2 are quite different from each other. Oftentimes people ask what the differences between the two games are, but the average Guardian doesn't really articulate these differences too well, and they just kind of resort to the games felt different. So in this video, I'm going to go over all the major differences between the games, covering art, sound, gameplay and game feel, level and game design, progression, balance, and other miscellaneous things I could think of. This is going to be a very critical comparison between the two, focusing more on objective things rather than subjective, so keep that in mind. Starting with one of the biggest, art. Now there are two things that go into a game's visuals, the graphical fidelity and the art direction. Most people know that graphical fidelity just means something looks more detailed than the other, but art direction is how you actually cater your art to work together. It's the reason a game like Minecraft with very simple graphics is loved by many, because it has such a strong art direction, even though its fidelity isn't the best. So, with that knowledge, Destiny 2 undoubtedly has better graphical fidelity than the first game. You take two of the same guns, put them side by side, and it looks more detailed than Destiny 2. The same goes with armors and specific environment pieces, like looking at the same rock or looking at the same staircase, and it'll look more detailed in D2. Again, it's no competition that D2 has better graphical fidelity than... And naturally it should be. I mean, Destiny 1's on old-gen consoles. D1. But here's the thing. D1 undoubtedly has a better art direction than Destiny 2. Let's go over some of the locations and simply compare things that are in both games, as that's the most fair comparison. Starting with the moon. In Destiny 1, you can see the color, lighting, and skybox of the moon looks really nice. Go over to the exact same location in Destiny 2, and the moon looks more detailed, but it becomes a dull, colorless surface. And the skybox, while not devoid of detail, takes a big hit. On the moon in D1, you can see large orbital space stations in the sky. And in D2, it's simply gone. The same continues with the Hellmouth, with its green pits, portals, and fog, making the area look epic and eerie at the exact same time. This loses most of the particle effects and becomes a more simple area, with just basic green fog and no other visual effects in Destiny 2. It's a little sad, but in some comparison videos, they show Destiny 1 on the old gen, like PS3 and Xbox 360. Then it's regular or upgraded graphics, which most people experienced on the PS3. Oh my god. Then it's regular or... Then they show Destiny 2's graphics, and you can clearly see the downgrade of the art style. And because I know some people will mention it in the comments, I tested every single area that I saw in other videos just to make sure they were accurate, running them on the highest settings in Destiny 2 on PC, so this is as good as D2 can look. Destiny 1 had skyboxes with day and night cycles. Dude,
was just like a level of presence that Destiny 1 had in its art style that just, I don't know, it was just so impactful. I don't know why this change was made. I just don't know why pull back on that. You know what I'm saying? It did like D1 had like a level of aura to it. It's called Field of View. No, it's just nostalgia. I tell you this, again, the example I gave was the intro mission for new light players where the ghost revives you and you walk in. There was like a creepy element to that back in D1 because you couldn't quite see the Fallen. You didn't really know what was all in there. Whereas the D2 version, you walk in, the way the lighting and everything is, you could pretty much see all of the Fallen. You could see the enemies there. There's no element of surprise when the enemies are all revealed, when the ghost goes up, things like that. As well as different weather effects, allowing you to see different areas at different times of the day. And this was the case for all planets. Day and night in the Cosmodrome, a day and night on the moon, with a more dark blue at night, and brighter grays as the sun shines down during the day and night on Venus, with different storm and weather patterns, even interactive stuff depending on how you hold your weapon. You can hold it up to the sun, and you can even see it a little bit better with a little bit of that red shining through. Pretty cool. On top of that, as time goes by, the skybox changes with the sun changing its position. Destiny 2 simply doesn't have that. To D2's credit, it does have the sun rotating around in the moon skybox, but that's it. On top of that, the details in the distance allowed for the world to feel large and expansive in D1, and most of those are simply removed in D2. And this is the case for both the Earth and locations on the moon. Wind and other effects that made the world feel beautiful and alive are mostly gone in the second game as well. And sadly, it gets worse as you take into account other world interactions and VFX. Both games have ripples as you jump in the water or wade through it, but D1 has these ripples or wind effects as you ride over with any sparrow. D2 simply doesn't. Rainbows can be seen depending on the lighting and angle you're looking at waterfalls. Not the case in D2. The lighting in D1 was very deliberate. Just look at how the Court of Oryx at the start of King's Fall looks. In Destiny, you have those eerie colors, the lamp at the top swaying, changing the shadows in the room, and the green and orange creating a strong contrast, making the ship feel like this eerie hive insect location. You can just see that in every nook and cranny there is attention to detail everywhere. The same area in D2 looks like this. Again, this is on the highest settings. You can see it's just dull and gray with no additional detail or lighting at all. It looks as if the models were just ported in without texture or color. Everything that made that scene work in Destiny 1 is completely gone now. Even in areas where they implemented everything really nicely, like the outside of Vogue. Still has more lightning, clouds, and attention to detail in the first game. I already covered this area a little bit. And it was accessible on the destination itself, which is something that I wish Bungie had continued. I think for me, I wouldn't even have known Vault of Glass existed, especially early on, if I didn't come across a team that was actively doing the unlocking the door portion of Vault of Glass. Now, yeah, as far as like Court of Oryx, maybe it looks that way. Somebody's bringing up the fact that maybe it's because Oryx is dead. Sure, I guess. Look, again, without a doubt, Destiny 2 is a sexy game, and I mean that's one of the good things going for it. But there was a style or you know, just a presence that Destiny 1 had that Destiny 2 seems to be missing on the art side of things. Now, could it be nostalgia speaking to me? Possible. But I'll mention it again and show more one-to-one where you can see the lightning that lights up the surrounding clouds in D1, not in D2. The meteorite showers can change size and locations. See, like this stuff right here, this stuff reminds me so much of Reach. That lights up the surrounding lightning and clouds stuff. in D1, not in D2. Right here, you see the lightning, but it's not lighting the clouds. Showers can change size and locations in the first game. Again, not in D2. The blue sulfur on the volcanoes just looks better in the first game. I don't really know what they did in D2. And the sun can change location and move in real time, which additionally allows for day and night versions of the area when you run the raid. Again, not in D2. Little things like dragonflies flying around certain areas, or even butterflies in the garden areas of the tower, birds that fly away when you get close, or cockroaches that run away when you point your weapon at them.
D2 has little things like this, like the fish in the pale heart, but these appear to be more random rather than interactive. It's not like there's no art direction in Destiny 2, but you can tell it took a heavy hit in comparison to the first game. While the lighting is more realistic and the graphics more detailed, it's also more generic. Even the devs have said this, that they focus more on quick content rather than quality content, which shows in the art. But environments aren't the only things. What about the enemies, weapons, and armors? Well, with armors, On the topic of like art style, and again, that last point being made, that is one of the biggest things working against Destiny is Bungie's in a situation where every time they add content to the game, see, it's not like other games where everything is continually building on top of itself. It's add, subtract, subtract. You see where I'm coming from? It's like it's constant like adding and removing of content. And so every time like Bungie gets ready to bring whatever new activity to us, there's like this, of course, there's the thought process of how much effort is being put into this. How long is this thing even going to stay in the game? And of course, if it's not going to be something that stays in the game for more than, a couple of years, they're not going to put as much effort into it. And that's from a gameplay design, art design, like everything. You see where I'm coming from? Why make it look best? It can when it's going to get removed anyways in a year. It's really unfortunate, man. Like, this is where I wish Destiny had the ability, had the infrastructure to be a forever game, to actually have the ability to continue to keep going. I don't know, man. Like, how does Final Fantasy 14 do it? How does WoW do it? Somebody, like, and I'm asking this community, like, just asking you guys, how does World of Warcraft do it? RuneScape, I understand they can pull it off because it's just, that. How does Warframe do it? Yeah, how does Warframe? Graphically, Destiny's more complex. I don't know, Les. Warframe is a beautiful game. Warframe is a sexy game. And it's also somehow, like in terms of scope, Warframe is a ginormous game. And then you have all the customization that you can do, like with the clan dojos and things like that. Warframe is not as detailed as D2. Bullshit. Guys, I don't know which version of Warframe you're looking at. You go pull up Warframe right now. Take a look at even just your character. Go inside of your orbiter. Warframe is one of the most detailed games I've ever played. Warframe's engine was built for PC first, so it's able to be more flexible. Destiny was built on PC. It was made with consoles in mind. Originally, Destiny was just made for consoles. Yeah. All right, let's continue. Don't think I need to explain, as it's pretty much universally agreed upon, that the armors in Destiny 1 just look better than the armor in Destiny 2. And most of the best D2 armors are simply D1 armors or D1 reskins. Weapons are again more detailed in Destiny 2, like they straight up just have more detailed textures, but lack a lot of the particle systems that D1 weapons have. Thunderlord firing demonstrates this really well, where you can see more lightning and flash effects in the first game than in the second game. Enemy weapons follow this as well. A Hive Knight with the boomer gun will have his gun glow and have this mist emit from it in D1. It does this in D2 as well, but not to the same effect due to lighting. Muzzle flash from enemies firing weapons, and lightning particles on the Dreg's weapons. These are really games, but the surface weapons actually feel different. These taken have these sort of textures, vibrant rays and particle effects, and twitchy animations, giving them so much personality. This in Destiny 2 has been changed to constant still textures, more basic effects, and more generic animation. Don't switch it. Okay. The shapes I never thought about that. also changed. Destiny 1 was very sharp, jagged. They did switch a lot, man. You remember that? The Taken did switch a lot. Maybe they toned that back to harder to land headshots. It had this dark and gritty feel to it. It was like a glazed world filled with a little bit of hope. These same enemies in Destiny 2 are more smooth, giving them a less menacing shape and design in most one-to-one cases. But of course, Destiny 2 does have some struggles as well. Oryx is honestly a perfect example of this strange art scheme. In D1, he was menacing, had a dark color palette that was gloomy, handpicked a bit mood and the atmosphere. God, dog, man. A vibrant and colorful character, essentially Destiny 1's art direction, it's as if concept art had come to life, and I can't say the same thing about Destiny 2. There's even more to compare, but let's keep the topics moving since art isn't everything, as there's also sound design. Let's just go back to Oryx real quick. Tell me which one impacts you more. So, Art change.
In D1, he was menacing, had a dark color palette that was gloomy, handpicked to fit the mood and the atmosphere. In D2, he's a vibrant and colorful character, essentially killing the ominous past. Destiny 1's art direction. And it's not to say like the D2 version of him looks bad. Like I think Ort still looks good. The D1 version was the scarier version. I think the D2 version more still looks good. It just doesn't. It doesn't necessarily strike that tone that the D1 version did. Starting with music, since that's the most subjective, both games have really good tracks. D1 has the most iconic music with the Destiny 1 vanilla songs, but I'd say both are still top-notch. And again, this isn't as subjective, let's just keep the ball rolling. Sound design, on the other hand, can be taken from a more objective look at it. Both games take a very different approach on the way they do their sounds. The first game has more realistic sound for gunfire from your more real-ish looking weapons. Then the futuristic ones like the Omlon would have a more high-pitched, futuristic type sound to them. Yeah. And other weapons like Hake would have different sounds when they fire their pulse weapons or whatnot. Destiny 2 leans a lot more into that futuristic sound design, where pretty much all weapons have that high-pitched futuristic sound. The Ace of Spades demonstrates this so well, because it sounds like this in D1, and it sounds like this in D2. A very clear difference. I never heard this side by side. D1, Dude, that just sounds so mean, man. and it sounds like this in D2. Again, I think the D2, kind of like Orange, I do think the D2 sound is okay, but there is a difference for sure. And this isn't the only one. You can just hear with both of these exotics that it sounds much higher pitched in D2 and leans more into that kind of Omlon futuristic type sound. Abilities also follow this trend too, with the Titan jetpack sounding like this in D1, Yeah. and like this in D2. It's a bit muted. Yeah. Of course, the Hunter jump also follows this as well. Yeah. This change in sound direction for the common stuff you'll be hearing on a daily basis when playing the game, this is really I also want to bring up, like, obviously this isn't like ruining the game for you, but like there's just so many elements that go into making a game immersive. And I guess the real question is like I definitely enjoy like Destiny 2 games. Like I wouldn't want to go back to static subclasses or even the version of customizable subclasses back inside of Destiny 1, even that vanilla launch. And there's also just so many different like, quality of life features that you have present inside of Destiny 2 that would take at least one. But immersion is important. There's a lot of elements that go into that. It's just interesting to see a side-by-side comparison of the two. I wonder if he's going to show that in the class, yeah. necessarily negative feedback. And I say this as a fact. The reason for this is because Destiny 1 has a very large range of sounds that you'll hear. They're all are high pitched. Certain taken attacks are high pitched. God, y'all remember that? That's right. But to balance out this higher range of sound, there's many deep sounds in the game, like certain guns, grenades have a deep echo, rocket explosions have that huge sound, giving good variety. Destiny 2, in the pursuit of futuristic sound design, loses much of that variety. Here are the same set of sounds in Destiny 2. But they're all, yeah. Yeah, that sounds like. Кто-то убивал стражей одного за другим. А свет смотрел и ничего не делал. Он допустил великую катастрофу. Здесь ты обретешь
уйдешь от вдохновения. Now, I will admit, even with less range and sound, it's still subjective as to which game. Now, I will admit, even with less range and sound, it's still subjective as to which game you personally like the sounds of better. But you can't really deny the fact that Destiny 1 has Вот и ты. Мы услышали твои мольбы о помощи. И мы ответим тебе. Кто же ты? Ты не узнаешь нас? Мы не друзья тебе. И не враги. Мы твое спасение. a more dynamic range. Continuing with the argument of sound design, let's start taking into account ambient sounds and interaction sounds. This is how the Cosmodrome sounds in Destiny 1. Oh my god. And here it is in Destiny 2. There's essentially nothing. You can clearly hear that a lot of the details like the wind and dust sounds, it's just gone in Destiny 2. Yeah. And again, this is the case with every location. Destiny 1 just has more ambient noises. As far as interactive noises go, like footsteps and sparrows, they change depending on the surface you're walking on or riding on in D1, as you can hear in these clips. I mean, I feel the immersion too, man. Like you feel like you're there.
If you're in a stasis field or something, the way your gun sounds actually changes as well. On top of that, your gun's echo even changes depending on the size of the room you're currently in. Я подвела. Yeah. Они не спасут нас. Они You нас might have already уничтожат. guessed it, but С самого начала нас водили за нос. Они знают, что мы здесь. И знают, что мы нашли. Полученный тобой артефакт мог быть видоизменен. Ведь они так хотели, чтобы он оказался у нас. Однако, уничтожать такую ценность было бы кощунством. Мне придется остаться и тщательно изучить его. Если я что-то узнаю, сообщу тебе первый. Тем временем кошмары продолжают терроризировать нашу галактику, оставляя после себя только горе и страдания. Если мы будем их игнорировать, они будут расти как опухоль. Как скоро они дойдут до последнего города. Как скоро наши друзья будут осквернены тем же проклятием. Мы не допустим, чтобы это произошло. Эти кошмары нужны. Битва продолжается. Взгляни в лицо тьмы Луны, показав свою силу, страж. Заразный червь прицепился к твоему ботинку. Я знаю, у тебя есть вопросы, страж. Задай их мне. this isn't the case with Destiny 2. It's the same. Yeah. Basically, You think it's a data issue, guys? You think it's because Bungie's like trying to consolidate or condense the game by keeping things between a certain parameters you don't have this huge range to accommodate for? Laziness and cost? Absolutely about file size. the sound design and additional audio you hear in D1, when we compare the exact same sounds in the exact same location, is just more immersive than it is in D2. Right? You hear that? Спасибо. Спасибо. That's why a cursed thrall is able to sneak up on you so easily. They just... There's no noise. There's no creepy breathing, no nothing. Moving on to gameplay and game feel. The gameplay is very different across both games. D1 is simpler and D2 is more complex in the abilities and weapons you have in your arsenal. Many people like to say D2 is faster paced, and they're correct in some aspects, but incorrect in others. More frames flashing in front of your face doesn't mean faster. Weapon reload times are pretty much identical when comparing the exact same weapon. Weapons actually swap a little bit faster in D1 when comparing the exact same weapon. Weapon scope times and the time it takes for the reticle to reappear is faster in D1.
Weapon firing is about the same. The Titan skate and jetpack is much more faster and mobile in D1. The same goes for the Warlock's movement and the Hunter's jump as well. When comparing their baseline in the way that... And I think that's just because we're living off of the design choices for D2 vanilla. If you remember, the devs on the Crucible team at the beginning of Destiny 2, they designed everything around slowing the player down, static subclasses, static roles to try to like streamline the game into this competitive PvP experience. As you know, it blew up in everyone's face. It was not like that. Well, I mean, I guess you could say it was quote unquote competitive, but it wasn't fun to play. Most casual players will use it. Running speed is pretty much identical when comparing the slowest to the slowest. Turning times and overall movement speed is again pretty similar. And I know some people will mention this, both games have very high movement tech that are insanely quick. Now Destiny 2 has a bunch more other movement abilities in its arsenal, but again we're comparing stuff that is in both games, and in which case Destiny 1 is generally a little bit quicker. As for game feel, there is more juice in D1. And juice is a common term used by developers, which just kind of explains how the game overall feels. A juicier game is generally better. The way weapons reload, pretty much none cross the center of your screen in D1 to not block gameplay. Weapons in D2 don't care that much about blocking your gameplay. Weapon swap and bobbing is a little bit more interactive as you jump and walk around in D1, making the weapon feel like it's moving with you. Destiny 2 is more mechanical and stiff. The melee attacks also appear to have a little bit more oomph to them. This is primarily because of the field of view rather than the actual effects in screen shake, because they're pretty much the same across both games. As far as game and level design, progression, and balance, can I just stop real quick? Why is it that D1 weapons, even the most basic looking Destiny 1 weapon, just looked meaner, man? Looked meaner, in my opinion, looked better than many of the D2 weapons. Is it a lighting and detail? I think it's just maybe weapon design. Could be. Again, I have to stop myself multiple times to be like, Cross, this is nostalgia speaking to you. The levels in Destiny 1 are more simple and easier to understand, while also being more basic in their mission objectives. Destiny 2 has more complex levels and systems, requiring more movement in your gameplay. Raids are more simple in D1, and raids in D2 are more complex and mechanically heavy. Destiny is more focused on player skill rather than builds and weapons. There are for sure better god roll weapons that make meta perks to look for on your armor that will improve your gameplay, but at the end of the day, player skill is the most important factor in both PvE and PvP. Now, player skill is definitely important in D2, and I think the argument could be made that it is the most important thing in D2 as well. But the gap between the best weapons and worst weapons, or best and worst gear in D2, is so much larger than it was in the first game. So the trash weapons in D1 were still usable to an extent, but the trash weapons in D2 are just so much more trash. And the god tier weapons in D2 are just way more overpowered, which in turn puts slightly more focus on loadout over player skill in some situations for Destiny 2. Both games are difficult in their own right. D2 has more mechanics and systems that you have to learn, as previously mentioned. But in D1, you were more like a glass cannon, being able to kill very quickly but also die extremely quickly, quicker than the hardest game modes in D2. DPS and whatnot is relative, as you can one-phase the hardest bosses in D1 if your team is good enough, and you can do the exact same thing in D2. So while D2 has bigger numbers, meaning higher DPS, that doesn't actually mean it. Keep in mind, this video was made a year ago, so he's mentioning bigger numbers. This is before the damage numbers got squished. Anything significant when you translate it between the two games. Other miscellaneous differences are of course the game's monetization and update for content releases, where D1 only charged for the DLC and all other content and updates were given for free, funded by the Eververse shop. And of course everything in Eververse could be earned completely for free. Destiny 2 charges for the DLC, and all other content updates have to be purchased. That said, these updates are much more frequent than in D1. Then the Eververse is far more of a heavy focus in D2, but the items can be obtained through a lot of grinding. When D1 released content, you could do all of it as soon as you wanted, no drip feed included. Destiny 2 obviously has that drip feeding content, though this is changing in the near future. Here is where D2 gets a lot of... Again, this video was made a year ago.
there's a lot of optimism on this front. I'm not going to comment on that. We're just going to keep listening. Wins with the numerous quality of life improvements that it has that D1 does not, like multiple landing locations on a planet, being able to... We're at that point where we missed the drip feed. We are now in no feed. I would take the drip back today. Launch any activity without having to go to orbit, having a codex where you can see any and all weapons, armors, and gear within D2. D1 only had this feature for a couple things like ships, sparrows, exotics, shaders, etc. Yeah. Speaking of shaders, shaders can be applied per item and even added to weapons in D2. There's appearance slots for armors, allowing you to look how you want. Yep. And I mentioned this a bit earlier, but there's way more weapon variety in D2, having different types and whatnot that do not exist in D1. Not only that, but the weapons tend to have a lot more wacky and unique things that they can do in D2. The same goes for class abilities, having more unique and wacky things that you can do, and a couple more improvements in D2 that are simply not in D1. Destiny 1 honestly does most things better when compared 1-to-1, thanks to its greater attention to detail and care that just made the world feel more immersive and complete. Destiny 2 is a bigger and newer game with more to offer in terms of gameplay and diversity, and of course having that next-gen benefit like 60 FPS and higher graphical fidelity. The purpose of this video was to try and give as objective as a comparison as possible between the two while going into as much detail as possible without dragging the video on forever. But there are probably some things I might have missed. At the end of the day, it is up to you to decide which game you like better, as they're both good in their own right. But hopefully this video gives you some super solid evidence that you can use to compare some of the differences between the games. I've got more Destiny content coming out soon, and other Destiny videos currently on my channel that I uploaded recently, so consider subscribing and checking those out if you're interested. Good video. No, that was a solid video. I have never really sat down, like, again, Destiny 1 had just had a presence about it. I have to like remove myself from the, you know, the nostalgia before really making these calls, but seeing things side by side right here really speaks volumes. Now, how this has any effect on Destiny 2, it won't. Destiny 2 and where we're at and its color palette, its design choices, like I think that's just how it is. It's just interesting to still see these two things side by side. And if we were to get a Destiny 2 vanilla, or not a Destiny 2 vanilla, a Destiny classic, I really don't think it would bring about that same level of quality that D1 originally had. Like, I wouldn't be surprised if it's pretty much like Destiny 2, if they ever did something like that. With that being said, though, there is like when I watch D1 gameplay, or if I watch D1, you know, skyboxes, its art and everything, to me, I see so much of reach in it. And whereas D2 is really pulled away from that. And perhaps it was, you know, the jump to PC, going to new gen consoles. Perhaps it's a data issue where Bungie is trying to consolidate data, and for instance, like audio not having as big of a range. Who knows? I will say this though, if we ever did get a Destiny classic, I really wish they would nail like all these different elements that made us fall in love with Destiny 1. Slap that like button like your mama told you right. For some people, this music brings back over 10 years of memories. Maybe some of frustration. For others, it's the sound of a dead game that stole content from its players and became a mess of bugs and $100 yearly expansions. But for me, I hear the sound of a game that is truly one of a kind. A game that tried to be so many different things for so many different people. And although it did succeed at times, that doesn't mean it doesn't continue to fail with every passing launch. Destiny is probably one of my favorite games of all time. And for all of its flaws and shortcomings throughout the years, the times I fell away from its addictive cycle and infectious world,
I don't think I can ever truly walk away from something that has genuinely been such a large part of my gaming life. Which is why I want to talk about Destiny itself stepping away, and the possibility of creating something new. Something created truly from the ground up to accommodate the player base that Bungie curated with this world. I want to talk about why we truly need a Destiny 3. Alright. I can already feel the glares through the screen, and I know this is an absolute pipe dream, but it doesn't mean we shouldn't talk about it. And I want to add a big disclaimer. I'm not a game dev. I don't know what would be best for them and their workflow and how they actually want to move forward with the game. I don't know what is best for every single player of this game because there are so many different facets of this community. And I want to be very clear that multiple times in this video when I'm talking about making changes, at no point is my argument just switch the engine, go to a new engine. But to even start a conversation about do we need a Destiny 3, we need to look at the mess that got us here in the first place, Destiny 2. Battle stations! The successor of the original title and the platform we've been on now for over 7 years, it's no secret that the game is being pushed to its limits. Vault space is causing tower load times to grow exponentially. New implementations to the game consistently break other parts of it. 393, solid when I'm 402. Yeah, almost 10 below. And day one raid combatant deltas are accidentally being increased, ruining the day one experience for many players. Shit is demoralizing, to say the least. It just seems like the game have acquired so much technical debt that it's starting to fall apart at the seams. Not to mention all of the systematic issues with gameplay, but we're getting ahead of ourselves. First and foremost, we need to talk about what Destiny is. It's a looter shooter with MMO elements and an extremely jaded but passionate community, and being frustrated with the game state and Bungie is entirely warranted. I'm back, and we ranting W. Isn't a Destiny 2 stream if at some point in the day we are not ranting about what the fuck is wrong at least one time? Even when we have a good day, finish the raid, we do whatever we're doing, come back to the tower, and we do our laps. You know, you do the tower laps and you rant about what's just fucking pissing you off. Players have been asking for meaningful change for a very long time, and it shows in constantly dropping player numbers. The game has trouble reaching and holding on to new players. Even if you do try the game out, good luck figuring out what to do without looking it up or having someone guide you through it. Which brings us to the first issue that you hit when trying out the game, the new player experience. Think of it as training, Guardian. You can only get stronger from this. If you were a new player in the Destiny franchise, the first thing you'd be met with is a character creation screen. What the And then an intro cutscene, which in my opinion shows you way too much of the story, but all things considered, pretty standard. However, after this, you are halfway helped in lazy level design that isn't fun or engaging in any way. Left in the dark about many of the complex systems in the game, eventually sent to the tower, and for all intents and purposes, left in the wild to be confused and probably just get off of the game. I don't know what I was thinking. Given it takes a decent amount of time just to unlock the game's core functionality, for all that time, it didn't ever give you a reason to come back. But also oh no! And to highlight how bad this issue truly is in-game, I subjected 2 of my friends who play wildly different games to go through the introduction live on my stream. One of those being my friend Johnny, who is more of a arcade shooter and sports game person. Never trust this guy to spot Riven's eyes, I see. Listen, Johnny plays Madden, okay? That's why we had to bring someone in that's outside of this shit.
Oh, back the fuck up. And on the other hand, my friend Xavier, who plays things like Valorant and Elden I Ring. think he just missed the grenade thing. That was. We don't talk about that it. was We don't fucking talk about great. it. Shut up. Shut the fuck up. And while they've had a little bit of experience with Destiny before, Johnny has only hopped on to play a couple of strikes with us, and Xavier just played D1, like before taking King D1. Guardians live for moments like these. Finish it. Oh, well, that would have been. Oh, okay. Would have been nice to know what. I mean, okay. Sure. I don't know. I'll do it again. All these cards using on melee. Use both in charge melee. Okay. One more, Guardian. What the fuck is that? Fucking what? Brother man. Fucking box, bro. The Guardian gained access to the untapped light. Light subplay, place the cursor over the action. Why are they like throwing so much at me though? Like at one, like, could I like process one fucking thing before they like throw another thing? Am I doing more of this? Okay, cool. I think it's funny that I don't even need to destroy whatever the fuck this is. I can just kneel by the fucking hip bone. How the fuck did you get hit but you didn't? Yo. Oh, who's this motherfucker? Fucking Warrior Wolf. Oh, Cool, these are challenges. I guess I take these. It requires a thing that I don't have. Yep. I need to spend my money. I said, no sir. You can't have my money. What the fuck are you looking at me for? Show me what you've got. You should've gone, bro. Fuck is you? Where? Track the station. Get my video clipped off. Cool. Now there's a fucking, but it disappeared. But it was there, so I mean, thank you, I guess, for popping up for a second. Oh, it's on the mini map as a small little triangle, a little arrow, but not just in the HUD. Is it on the map? It can't be that, right? It's okay. Yeah, sure. One final push, Guardian. That's all I ask. Do it. Chat, make a deal with me. If he gets to the Naboda strike and he's still just using primary ammo halfway through, I tell him to use his other gun. I don't even know. I don't know if he knows how to get his rocket. Oh my god, I need one more. No, no! Okay, well, I'm so proud of you finally going out there. Yeah, I'm sorry. I realized it for that. I realized it. Nah, I really don't. I really don't. What time are we gonna run? How long have we been doing this? Like an hour and a half? 2 hours. Oh, fuck. So now, as you've seen and heard, while the game throws a million things at you in the first 10 minutes of playing, gives you a heavy weapon and never even tells you about it, and provides no engaging way to learn the game systems, after spending a few hours doing that, why would anyone come back? Do you think they really spent enough time on explaining the sandbox to you, or? I mean, I didn't really I didn't even know how to pull out the fucking rocket launcher. I mean, from the way that I talk about the game and how much you see me playing it, do you feel like you got that experience and you saw the potential of having that experience through what you played? Be brutally honest. I don't think so. Like, I don't know if I even would have got to this point. So to fix this problem, Bungie developed something that isn't so much a solution as much as it is a workaround. With the release of Edge of Fate,
the most recent Destiny expansion, Bungie decided to create something new. This is now the first thing a player will see when they go to orbit after playing that godforsaken tutorial that is still in the game. And while it does a better job at pointing new players and returning players in the right direction, it presents several new issues and highlights prior existing ones. Welcome to the way that Bungie wants you to play the game, the Portal. The main goal of the Portal is to present players with rewarding activities to replay, that being solo ops, fireteam ops, pinnacle ops, and crucible ops, which works very well with the new stat system and systematic changes since the release of Edge of Fate, on top of giving us a new power grind and a reason to want new gear via soft sunsetting. The Portal theoretically allows you to choose how you work through that power grind, and the key word there is theoretically. One of the major issues is that there are whole categories of content missing from the Portal, and anything that isn't in it doesn't drop even halfway decent gear. Hey, could we just do the raid? The raid just won't even drop. Still 40. I'm at a loss. I'm about to grind the fuck out of solo ops or crucible, including every piece of endgame content in the game. The only raid that drops new gear is the newest one added with this expansion, and even that drops tier 1s, which if you don't know, is the lowest form of gear in the game, unless you're talking about old gear, which is what all of the other endgame content drops. On top of this, they also removed Grandmaster Nightfalls from being a replayable activity that you could do every week to farm and get good gear, and replaced it with conquests, which you can play once per season. You did not mishear me. And yes, Bungie did walk this back and make it to where these are now replayable. But that also doesn't change the fact that the featured exotic list exists, which limits the build crafting potential of the entire sandbox. And I understand that in a perfect world, this is a good way to allow us to replay the content that we really enjoy and use that to level grind and get rewarding gear. From the moment you are going to introduce a system like this, you should have covered all of the bases. Raid mode should have been revamped. That's why endgame content didn't become useless. Dungeons and raids are some of the best content this game has to offer, and it's very obvious that Bungie wants us to use the Portal over going to the destination tab to find what activity we want to play. So much so that they removed all of the color from it. Why did you do that? And yeah, I know it was changed back, but the message was very clear. Either way, why are none of the dungeons or raids included in an endgame ops tab? And why aren't there more pinnacle ops to play with your friends? Why is Fireteam Ops the worst place to get loot in the game? And why is everyone on Caldera and K1 Logistics for 12 hours a day? They ask you how you are, you say that you're fine. You're not really fine, and you just can't get into it. What the fuck is going on? Because the power grind takes so long, and knowing that it's going to reset back down to 200, the whole gameplay loop has devolved into just playing solo ops for hours on end. And while I have a lot of complaints with the new system, the new gear, the power grind, I don't think it's all bad. In terms of the soft sunsetting that happened with all of our gear, I totally think this was the right move. Armor was at a state in the game where if I got it, I just instantly dismantled it and had no reason to chase after it after a certain point. And updating how the stats work in the game and changing how it drops on armor is a great way to make us go out and want to find new armor. On top of set bonuses, which are going to be ever changing, so that in 2-3 seasons down the line, we may want tier 5 armor and have to do that level grind and want good rolls of specific armor again. On top of this, the Portal has a rotating suite of gear that is a guaranteed drop for specific activities, which is a great way to incentivize players to play different activities and not just do solo ops. But because of the way the Portal system works and the way it drops gear, it's also impossible to get any of the gear associated with the reprise content that we got within it. The Coil and Starcross don't drop Season of the Wish weapons. The Whisper won't drop Whisper of the Worm, although Encore drops Choir of One.
what is going on? But because of the 6-month time restriction on getting reset, and the fact that it is so painfully long just to get to the point where you start getting tier 4s or 5s, even from endgame content, everyone just flocks to the fastest and most efficient way to level, which is solo ops. All of the other content in the game is not as rewarding and does not help you level. This was recently addressed, but all they did was nerf solo ops and make fireteam ops ever so slightly more rewarding, when we just needed solo ops to be how it is and fireteam ops just needed to have more. Bungie's design philosophy around the portal makes sense, but quickly falls apart when we saw players grinding Encore because it was dropping a lot of loot. That philosophy supposedly being play your way until you do, which Bungie will swiftly reply with no, 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 not that way, and then remove Encore from the game. Goodbye, Commander. What did we name our daughter? I truly think the portal could be a good way for replayable activities staying in the game and also making them rewarding for the player. They just need to get the balance right. But as it stands right now, the power grind and the result of the portal lead to an extremely boring, painful, and isolating gameplay loop that feels like it runs counter to the core concepts of Destiny's design. And speaking of things running counter to the design of this game and how the community wishes to play it, Bungie seems more disconnected than ever. After trying to make multiple changes to make the experience of the level grind and playing activities through the portal better for players, it seems blatantly obvious that Bungie maybe just doesn't understand what we want out of this experience. Okay, we're putting... Let's go, guys. I've gone up 1 power level. Even looking at the multiple changes they've already made since releasing the portal, and the power increase that we got from the Ash and Iron major update, it was mine and many others' understanding that leveling from 400 to 500 with the level increase would be very similar to leveling from 300 to 400. But for some reason upon launch, instead of moving the bracket of difficulty for leveling and having just the 50 levels at the end be more difficult but not as difficult as we saw with the release of Edge of Fate, they decided to say, let's make 150 levels this way. Players that were nowhere near the level cap had to play on combatant deltas of -60 or 70, which is insufferable, just to have a chance to get one piece of gear that was 1 level higher. That doesn't feel rewarding in any way, and most players just got off of the game the day of the update. One of those players being myself. I didn't even get one piece of gear that leveled me up. Me either. And I got A. What? And although Bungie has admitted that some of the decisions they've made have not been the best, it is still widely unclear what they want leveling to be like in this version of the game. And at this point, I don't even know what is supposed to happen in-game anymore. I know this game has not had the best history of launch day being the smoothest thing in the world, but I didn't expect to open up the door of a fucking clown car with an endless string of bugs, mistakes, and poor decision-making. Bungie, what is going on? I was going to start leveling because we were supposed to be getting all these leveling changes, but then we get into the game and it's not like that. But then that was what's so crazy. I was like, okay, Bungie forgot to implement these changes that they said they were going to implement. But then they came out far and they were like, the grind is long, too difficult, we need to do it. And it's like, I'm lost right now because you agreed 2 weeks ago. And then you said you were going to do all these things, and now you say, what? If a major update is just going to consist of them adding 3 okay-ish activities and making you play them at -60 or 70, I don't really know how you're doing in the replayability department. Why would we do something like this? Whether or not they even get this balance right, there is a very big issue of lack of content overall being added to the game. Yes, a power grind can be fun at times, but it requires content in the game that I want to replay. A repackaged version of Overthrow from the Pale Heart and an exotic mission that just feels like a strike is not enough content to hold over this community for 6 months. And while we're talking about Bungie's attempt at replayability for content in the game, we haven't even begun to talk about their attempt at making destinations more replayable with Kepler. Oh, Kepler. Where do I begin?
Bungie's attempt at revamping what new destinations means for the gameplay. Previously, a new destination meant that you would play it for the first 2 weeks, do the campaign, and you don't really go there again. And it takes a lot of time and resources to create these destinations. People on the outside of the community may say, then just don't make new destinations, focus on other content. But this is just not the answer. We want a new place to explore. And just because we don't really utilize them doesn't mean get rid of them. It means give us a reason to go back. Well, they tried. Not to say it isn't a valiant effort, but it just doesn't work. And I appreciate Bungie trying new things, and I think this is the way to go in the future. But let's take a second to break down where I think Kepler went wrong. The first thing that comes to mind when I think about Kepler is becoming a ball. With Kepler's world design and gameplay loop, Bungie really wanted to switch things up and give us destination-specific abilities. And instantly I realized two major flaws with this decision. Since we've never used these abilities before, and they are nothing like anything we had before, the game spends a lot of time teaching you how to use it. And while I don't think the abilities themselves are awful, that doesn't mean take up 70% of the narrative with learning this ability. Instantly, all of the destination abilities kind of lightbulb themselves. In one of the previous expansions, Lightfall, we saw the story devolve into let's play with green strings because there's a new subclass, and then it did nothing for the narrative at all. While I think the writing of the story on Kepler is pretty good when you get to it, it is few and far between until the very end. And even if the dialogue you're hearing while doing all these mechanics have something to do with the narrative, the whole experience just becomes incredibly drawn out, and I don't get to focus fully on the narrative while I play a game of find the hole. Oh, it's right there. Because 70% of the story insists on me learning these abilities that I literally can use nowhere else in the game. Which is the second issue with destination-specific abilities. Destiny is a game about build crafting, it is a game about getting loot, becoming more powerful with time, and then taking that into other forms of content and using it there. And hear me out, I don't even hate the ball. But the moment you made it destination-specific, you made it fucking useless. Not only have you drawn out a pretty good story that I would have loved to experience without all of the fluff, but you've also given me something with all that time that I literally just can't use. Now, I don't know about you. When I unlock something in a game, that comes with the understanding that I can use with it. If you unlocked the hidden character in a Lego game and then it said, actually, you can only use that on the character selection screen, you'd be like, what the fuck is going on? And I totally get what they were trying to do, but when you have a fan base that won't accept the fact that the red subclass does not exist, Stop. That's the point with all of this. There's no new subclasses. Brother, turning into a ball in one specific place in the game was not the answer. And I totally understand that Bungie probably doesn't want to bloat the game with a new subclass added to the sandbox every single year. But we've seen the effects of adding things to subclasses and revamping stuff, giving us new supers, new aspects. Look at Heresy. Episode Heresy added 3 new aspects, one for each class in the game. One specifically being Storm's Keep. These new aspects and build crafting capabilities, coupled with a decent story and replayable content, got more people on the game, and people were excited about it. Yes, the player numbers aren't as high as like a new expansion, but we could see that that's something that resonates with the player base and works. Why are we not just adding things to subclasses that already exist in expansions that don't add a brand new subclass? Why do the Darkness subclasses still only have one super? Why is it so out of this world to ask for new aspects to be added? Add new functionality like Bolt Charge. They don't need a new subclass, but they do need alternate strand and sets of supers. I will agree with that. Hold on. I will agree with that. These are all amazing ideas, and yet here we sit in one specific destination turning into a ball. And for anyone that doesn't really play Destiny or hasn't played The Edge of Fate, you might be saying, well, Kepler was designed to be more replayable. We're going to revisit it, so these abilities will be used. Well, let me tell you,
Brother, I'm not fucking going there. Bungie's answer for making destinations more replayable was removing strikes, having no activities, and introducing something called world tiers. World tiers allow you to pick the difficulty level of the destination that you are loading into, in turn dropping better loot for you, for your power grind, and your gear. But sadly, difficulty on Kepler means making 3 annoying chickens in a cave, 3 boss level chickens in a cave. Oh my Kepler on the hardest difficulty, Mythic, or the one below it, Fabled, is the most painful, boring, bullet spongy thing I think I have ever played. Oh, we got him here, we got him here. Oh, no, we don't. No, it's okay, it's okay. Big super. Spin his ass. I can't, he's a boss. All of my shotgun stuff. When you have the guy in the community, Salt the Grepo, who was asking for the whole game to be harder, complaining about how bullet spongy and annoying it is to deal with enemies in your game, yeah, you fucked up. And generally, I'm not a player who doesn't mind doing an activity if it's not the most rewarding or the fastest thing, as long as I'm playing with friends. But this? It is legitimately a dungeon boss. Like, this is crazy. No shot! No, I'm good. I'm good. Having no strikes, no activities, and just having us replay campaign missions on instafuck difficulty is not a way to bring me back to this destination. There's a Cyclops there. Oh, yeah. Oh, no. It's a boss. Oh, shit. Get this guy out. Dude, why is it like in this tiny ass fucking form? Yes. Time to kill the Cyclops. Watch this strat. Can you stop fucking spazzing out, bro? Oh my god! That shit was so fucking funny. One bullet and your body goes fucking flying. Especially with how much time the missions take because everything is so bullet spongy, it's just not worth it for a level of fun or the gear. And yet again, doing anything on Kepler's Mythic difficulty just isn't as rewarding as doing solo ops. And we're back to the same issue. On top of this, Kepler feels just as isolating as solo ops because it's a solo or fireteam instance destination, which in my opinion was not a good idea. It made sense for the final shape, making the Pale Heart a solo instance destination, but that made sense with the narrative at the time. It was this giant culmination of 10 years, and we were going to execute the one thing that we needed to do to cap it off. But when you're trying to rekindle that D1 fire, new story, new mysteries, new experience, they even used Destiny 1 music. We needed to feel that community aspect. Why not at least allow us to load into the difficulty of Kepler with other players that choose that same difficulty? Make the sieve rewarding and difficult, but a public event where people in the instance need to group up to do it. Even the world design itself feels isolating and restrictive. I have never had this much trouble following and navigating the level design of a destination. But it's really hard when every single corridor just looks like a xenomorph took a shit in the Grand Canyon. I mean, just look at how much mystery and intrigue is in the concept art. What happened? For fuck's sake, Kepler even got shorted in the portal. Bungie's new baby. There's one activity, and guess what? It's a fucking solo op! Okay. I guess what I'm trying to say is, it just really pains me to see Destiny move further and further away from its MMO-like elements, all while not even providing sufficient amounts of content or polish to the parts of the game that are already there. Like, how long have we been asking for more MMO-like elements? Clan halls, player housing, fishing. We had fishing! And obviously there are developers there that want to do these things. They're probably just told no. But if you're telling me whatever executive is saying no to clan halls and player housing and doesn't see the dollar signs
for selling cosmetics for those spaces. And of course I want ones to be unlockable through raids, dungeons, and other forms of content, but you damn well know they're putting some in the Eververse shop. And you're really gonna sit here and tell me that if they release a Savathic shrine for your D2 lunar cave that you're not buying that? I mean, you are. I'm not some weirdo. Anyway. But on top of all of these issues that we've talked about and ones that we've missed because there genuinely just is so much, I can't go over it all in one video. The cherry on top of all of this is the release of Destiny Rising, a game that has an actual new player experience and an onboarding process that is an absolute hell and confusing to go through. A new player experience that drops you off in a actual social space that feels like there is actually community there. Oh, what the fuck are these other places? A game that actually has social features like clan halls and fishing like we have been asking for so long. What? You could just sit? It's like these little quality of life things, dude. A cat? You can pet the cat. You can feed the cat. I just got something for pet the cat. What the hell? The fishing shit? And all of this runs on the fucking phone. Everyone's getting thoughtful in this game. This game is the thoughtful game, you know? They had thoughts, you know? They had thoughts when they made the game. They said, hey, should we put fishing in? They thought about it. Thoughtful game. And let me stop you before you think I'm saying that Destiny Rising is a better game than Destiny 2. It's not, and it's entirely disingenuous to even compare the two. On a fundamental level, they are very different games. One is held back by being on a phone. It's a mobile game, and it's also a gacha game. One where you log on, do activities to get currency to unlock new characters, or what a lot of people will do, you just buy them. And the gameplay loop while playing very obviously revolves around that. You get on the game, you get your currency either through playing or buying it, do a 10-pull, and hopefully get a tier 5 Galmami. God, we have problems in this community. But Destiny Rising isn't some replacement for Destiny 2. They are fundamentally entirely different things. But when playing Destiny Rising, it almost feels uncanny. It feels weird. The bag of mixed emotions that I have looking at this thing that feels so familiar. Having all of the things that I have wanted from Destiny, but it just not quite being Destiny. What the fuck is that? Nahamkar, what? At times it really does feel like the developers of Destiny Rising just made a list of all of the things that we've been asking Bungie for, and they just put it in their game. And for the life of me, I can't wrap my head around why social features and changes that we've been asking for can't be a priority for the development pipeline of an expansion. The decision making in what they add in these expansions just doesn't make any sense to me. Why can't you incentivize us buying an expansion by adding more social features tied to that expansion? Fishing could be worked entirely into the system instead of just being a seasonal gimmick. You're changing how the loot pool and leveling and everything works already. Why couldn't you build clan housing to be built into that? Why, instead of adding features that apparently don't make money, are you doing these workarounds to add features that we don't even want and then charging money for them? Why are we turning into a ball? On top of all of this, everything that we've mentioned so far, there are countless bugs in the game that slip through each release and update. The fact that they can't do Sparrow Racing League or huge community events again, and why do we finally get a firing range and it's broken? And what happened with the day one raid, Bungie? What is happening? With all of this considered, I feel it's painfully obvious that the game is just kind of fallen apart, and smaller issues with bugs piled on top of the wants and needs of the community. Thinking about all of this, as sad as it is to say, I think this is why it's time to move on to a D3. All of these systems can't expand anymore on what was built for 10 years ago. And I know they have upgraded the engine, they've made changes, they've made it possible to do bigger things, but how much bigger can we push this thing until it just all breaks? I don't think the framework or infrastructure allows for them to create what we've been asking for. And to be clear, I'm not saying that they need to switch engines. Switching engines would just complicate things further. I'm not a game dev, but from the little time I've spent inside of game development,
and starting that journey for myself, I can assure you that a new game engine does not solve any of this. The lead engineer at Bungie has even gone on record saying if they ever did do a D3, no, they would not change engines. They would just upgrade their existing one. And that's entirely valid with the logistics of transferring things over and having them constantly break, having people relearn a new system when they could just do what they want to do in the one that they currently have. Believe me, the engine can be upgraded and it can handle more. I don't think that's the issue. I think the issue is that the game at a fundamental level was developed for things 7 years ago, and it has changed and grown so much, and this community that they have cultivated with this thing that they've created is asking for more, and I don't know if Destiny 2 itself can actually do what we want it to do. And I know a D3 wasn't in development, I know it's probably not in development now, and I don't know if it ever truly will be. But I still want to try. So allow me to pitch my overly ambitious, most likely impossible, and probably stupid idea for Destiny 3. You hit the startup screen for the first time. The name, Destiny 3, appears not in front of space, but over a landscape of the Cosmodrome. You head through picking your class and doing character customization, signing into your Bungie account, although here I do want to highlight returning players coming from D2 and brand new players to the franchise will have slightly different experiences loading up a new character in D3. After watching your normal expository cutscene at the beginning of most Destiny experiences, new players will start the game as if this is their first time ever being resurrected, and this will continue through the quest line of the first campaign in the game. And it's just something extra that has a bit of quality of life to make sure that if someone is brand new to the franchise, they don't feel like they need to know everything when they're jumping in. Also reinforcing the idea that this is a new beginning. This is a great time to jump in and become a part of this world. For returning players doing the same beginning quest line, since it's their first time playing the game, there would be a story element that's carried through, creating mystery already, but continuing into the quest line that makes us crashed on the Cosmodrome with no way of contacting the Vanguard. And from this point forward, it gives you a quest, and for all intents and purposes, you are in a patrol space and you can choose what you do from here. Obviously, the beginning of this quest will have a proper and sufficient tutorial, unlike what we see in the game now. Spending a little bit more time with the player, saying these are your abilities, this is your full kit. And this would be spread out through a couple of quest steps that actually separate that progression in understanding what the sandbox in the game looks like. Maybe it starts by giving you just one gun in your abilities, so you have a little bit of time to get used to using those, and not shoving everything down a new player's throat in the time span of 2 seconds. Unlocking the sandbox a little bit slower for a few missions or a part of a quest line in the beginning of the game would majorly benefit new players, probably actually giving the game a chance. And returning players, very obviously, would probably blitz through most of this anyway, which leads me to talk about the destination as a whole. As you've probably heard my frustration with destinations and the turn the game is taking currently, destinations would be nothing like they are now. If anything, the closest thing to what I'm imagining is a destination in vanilla Destiny 1. Now hold on, I know this sounds like we're taking a step backward, but hear me out. I know everyone that has played Destiny for a very long time remembers when Vault of Glass came out and you got to see players starting the raid, opening the Vault of Glass in the actual patrol space. If you wanted to jump in and help them open the raid up, you could. Seeing other fire teams running around in the middle of a strike if it passed through a patrol zone was so cool. The world felt alive. And now we inch closer and closer to the game just being a catalog of things you click on and hit launch. Bungie says they want destinations to be more replayable, to be utilized. Well, fuck the portal. Make the destination the portal. Put the activities that players want to play in a hub world that you want us to go to. This is the screenshot that inspired me to make this video. And I was looking at it, just imagining, what if in this mountain there was a dungeon, and down here at this structure there was a strike?
and another activity over here. And there's a public event that we're passing by that's going on over there. For destinations in a Destiny 3, I'm thinking about it very much so in a RuneScape-like way. Right now, the destinations in the game are a pretty low level difficulty. Bungie has tried both allowing us to select the difficulty or crank up the difficulty, like we saw in Neomuna. What I'm saying is have the world be all difficulty. You just have to go seek out what level of difficulty you want in what activity. I know everyone remembers playing the D1 Alpha or Beta and being in the Cosmodrome, running down some rusty stairs and finding that absolutely horrifying question mark leveled knight. You couldn't kill him if you tried. If you tried to run past him, you'd die. And it just felt like there was so much mystery, so much more to be discovered. Do that to the entire destination. Have certain dungeons, strikes, quests that are tied to just being a higher level. That's why new players, average level players, and endgame players will all interact with this space. And right now you're probably saying, well, I don't want to have to run all the way to the other side of the map to launch an activity that I want to do if it happens to be over there. And I hear you loud and clear. That's why mounts and fast travel work entirely different in Destiny 3. Upon finishing the first quest line and reaching the last city, you will be awarded with a sparrow. The next quest line will eventually earn you a ship so you can leave the Cosmodrome and go to the next destination, but you then have to complete that quest line. On top of this, there will be fast travel nodes around the map, but you have to unlock those, and not just by doing some arbitrary fetch quest, but the questing progress that you're doing that works you through the campaign, story, and leveling will allow you to unlock more fast travel locations. Each POI that you could fast travel to in the open map once you have unlocked it will have a number of activities, be it strikes, dungeons, public events, and other things that you could do in that area. Once completing that quest line and earning your ship, you are then able to move on to the next destination in the game. And upon getting to your next location, going about another quest line, unlocking fast travel points, getting further in the story, and leveling up even more, you may receive a quest line that makes you go back to the Cosmodrome. And then you will interact with different activities that you didn't have access to at that point because you weren't a high enough level for them yet. And this cycle repeats throughout every destination in the game. That's why from ground zero, if you're a new player, you don't have a million things thrown at you. And for players that are just on the level grind, it is actually enjoyable to do that level grind, but there's also always reason to go back to past destinations. All the activities that you had played before can be turned up in difficulty, and public events in Destiny 3 would not be like public events in Destiny 2. They shouldn't be something that can be easily completable by just one person. And when I originally pitched my idea for this, Jake had mentioned Escalation Protocol, which at the time I didn't play the game, but that is basically what I'm pitching. A bunch of escalation protocols where you need like 9 people to actually successfully complete the public event, and then it actually is rewarding, incentivizing players that just fast traveled into a POI to go do a strike with their friends to all jump in and help out everyone else that's doing it. Maybe if there's a certain amount of people in a certain area, it gets triggered and everyone gets a notification. That's why everyone can rush to it and work together to complete that event. And now just imagine if there were also places where you could go fishing in this open world, and then if you went to the tower, it was actually the tower and the last city, a last city where you could have player housing, a clan hall, put the firing range next to shacks and make a whole PvP area. PvP players, I see you. You can just load into a match right there. I don't play a lot of PvP, so I don't know how to help that part, but believe me, I'm assuming it would be better. New maps. Контроль. Идите в бой и захватывайте зоны. От этого зависит ваша жизнь.
У вас преимущество по зонам. У врага тотальное преимущество. Захватите эти зоны. Хорошо! Два по цене одного. Получено преимущество по зонам. Два по цене одного. Получено преимущество по зонам. У вас преимущество по зонам. Получено преимущество по зонам. Осталось всего 5 минут. У вас преимущество по зонам.
Тотальное преимущество за вами. Попробуйте его удержать. Ваша не одного. Минуты. Деритесь храбро, и победа будет за вами. У вас преимущество по зонам. У вас преимущество по зонам. Надо добить. Минута. Осталось недолго. Получено преимущество по зонам. Осталось 30 секунд. Их надо добить. Получено преимущество по зонам. Более прекрасной победы я и пожелать. Эти зоны за тобой, как за каменной стеной. Твоя железная воля нужна и за пределами горнила.
Контроль. Нет зон, нет победы. Захватывайте зоны и сокрушайте врагов. Враг захватил зону А. Вы захватили зону С. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Враг захватил зону А. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. У врага тотальное преимущество. Они лидируют. Но вы еще можете переломить ход битвы. Преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Зона С захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Зона А захвачена. Получено преимущество по зонам.
Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Осталось всего 5 минут. Зона Б захвачена. Получено преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Зона С захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. Зона А захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. У вас преимущество по зонам. Враг захватил зону С. Враг захватил зону А. Не трать все боеприпасы за один раз. Три минуты. Вы побеждаете. Так держать. Враг захватил зону Б. У врага тотальное преимущество. Вы захватили зону А. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Еще немного, и они победят. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Два по цене одного. Тройной удар. Получено преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. У вас преимущество по зонам. Враг захватил зону А. Осталось всего 1 минута. У вас преимущество по зонам. Блестящая победа. Ваша победа дает городу надежду, стражи.
Контроль. Покажите врагам, что это ваша территория. Захватывайте зоны. Вы захватили зону С. Враг захватил зону А. Враг захватил зону Б. Зона А захвачена. У вас преимущество по зонам. Вы впереди. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Получено преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Зона А захвачена. Получено преимущество по зонам. Враг захватил зону С. -2. Зона Б потеряна. Зона С захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Захватили зону Б. Получено преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. Два по цене одного. Враг захватил зону С. У вас преимущество по зонам. Время пришло, страж. Раздави их.
Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Зона С захвачена. У вас преимущество по зонам. Осталось 5 минут. Зона Б потеряна. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. Зона С захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. Зона С захвачена. Получено преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Тотальное преимущество противника. Все зоны в их руках. 3 минуты. Вы захватили зону А. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. Зона А захвачена. Получено преимущество по зонам. Еще немного, и они победят. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Захватили зону Б. У вас преимущество по зонам. Осталась 1 минута. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. Получено преимущество по зонам. Поражение знакомо каждому. Это война за территорию.
И вы можете победить. В бой!
Alright, so Glad replied to this tweet. I did see this tweet. Said, nah, F all that, just make D3, we will wait. This was shot in front of a live studio audience at twitch.tv/Swetsicle. Hi, game design educator and volunteer game dev. All for opinions from players in the game, but uninformed ultimatum options from a content creator about what's best for a game and its player base won't and will never work for those creators who have zero clue about the messy world that is game development. There's no magical flip a switch that will make these a reality in the short. Контроль. Страж, захватывай зоны. Только тогда мы победим. Вы захватили зону А. Враг захватил зону С. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Зона Б потеряна. Зона А захвачена. Враг захватил зону Б. Противник получил преимущество. Вы захватили зону С. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Вы захватили зону Б. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. У вас отлично сработанная команда. 3 соперниками меньше. Вы захватили зону А. У вас преимущество по зонам. Враг захватил зону С. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. У них преимущество по зонам. -2. Ой-ой. Вы захватили зону А. У вас преимущество по зонам.
Зона Б потеряна. -2. Вы захватили зону Б. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. У них преимущество по зонам. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Осталось 5 минут. Отличное начало. Не опускать оружие. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. Противник получил преимущество. Враг захватил зону С. Вы захватили зону Б. Получено преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Получено преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. Три минуты. Вы побеждаете. Так держать. Враг захватил зону Б. Враг захватил зону А. Противник получил преимущество. Зона Б захвачена. Получено преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Зона А захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. У них преимущество по зонам. Если продолжать в том же духе, победа не за горами. Зона С захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. -2. Да, -3.
1 минута. Вы отлично справляетесь. Получено преимущество по зонам. Зона С потеряна. Осталось 30 секунд. Их надо добить. Враг захватил зону С. У вас преимущество по зонам. Победа! Это все, о чем я прошу. Молодец. Зона под контролем. Цели уничтожены. Хорошая работа. Short term, especially with those false fallacy of drawing results from pursuits of other game studios far separated from different genres and development environments. Saying other games made it work doesn't inherently create an automatic success path for the game at hand. Destiny 3 is by far the most viable option, but even if development started today, a quality D3 build would still be 5-6 years out, far beyond where players are currently determining if the current content drops are worth the wait and investment for a new installment. And the community-run idea would sound good in theory, but this introduces the extreme issue of engine outdating and the dev time it would take just to make a possibility a reality, let alone how it would impact an overall game build.
And don't even get started on the DCV affecting both these ideas when the player base has largely vocalized their disappointment in content paid and lost. The true reality is that D2 has reached a pivotal transition point where innovation has to take front and center within the constraints of the current dev environment. And to be completely honest, no solution they can make, however massive, will positively impact a large community of players who choose to remain jaded in negativity and believing Bungie can do no good. The only thing left now for Bungie to do the only thing left now is for Bungie to do everything in their power to shift their approach to content, take risks, and reward players for their time. And this is a quote tweet to Cross saying there are 2 routes to save Destiny, D3 or Destiny Classic. Okay, let's start at the root here. If anybody truly thinks Destiny Classic will save the Destiny franchise, you are delusional and you do not understand this ecosystem. I stand on that. I don't care how much you disagree, bitch, whine, and moan. You are wrong. And I don't try to take that critical of a stance too often. But I can, bro, I would love for time.
Осталось 5 минут. Отличное начало. Не опускать оружие. -2. Три минуты. Деритесь храбро, и победа будет за вами. Ты их остановила. Еще немного, и они победят. Ты их остановила. Одна минута. Признай свое поражение и снова отправляйся в бой. Проиграть не значит сдаться. Возвращайся на поле боя и дерись до победного.
machines to exist. We go down the route of Destiny Classic. People play it for a month, they have a great time, and then they go, oh yeah, there's nothing new to offer. I'm off. I'll see you later. Because that's exactly what would happen. It would be a very short-lived thing for a very high cost investment. The only true path is for D3 at this point, because that is only because they've let D2 sink so far down in quality that it is it's almost unsavable. I mean, that's not to sound doomer, but I genuinely believe that at this point. So building up to this whole thing, the crazy part, like, there are some truths in this in which he's right. There's no magical flip a switch solution, but there also is at the same time. If you want me to pull up an example, back in the Game Developer Conference 2022, which gets referenced a lot because that was the infamous don't over-deliver, but Bungie also said they were 5 weeks from having to close down Destiny 2's doors because Curse of Osiris was so bad. It's kind of crazy how you can go from saying the game is about to close down in February to launching the best DLC we've ever had within 7 months. Forsaken. In that window, they managed to pull that one off. So to say that it would take 5 to 6 years for something of quality to come out, I think is clueless. Because I've talked to devs directly about stuff like this. Like, maybe a new game would be 5 to 6 years out. I don't disagree with that. But let's say in theory, Destiny 3 was starting to be made back in 2022. Control. We'd only be 3 more years out. That's a lot more realistic. And I do believe Страж, захватывай зоны. Только тогда мы победим. Мы захватили зону С. Враг захватил зону А. Враг захватил зону Б. Противник получил преимущество. Вы захватили зону А. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Они вырвались вперед. Зона С потеряна. У врага тотальное преимущество. Захватите эти зоны. Зона А потеряна. У врага тотальное преимущество. Зона С захвачена. Захватили зону А. Получено преимущество по зонам. Зона С потеряна. У противника преимущество по зонам.
теперь заставь их плакать. Это их остановило. Зона А потеряна. У врага тотальное преимущество. Зона Б захвачена. С меня хватит. Я прекращаю этот бой. Враг одержал победу. В этот раз вы проиграли. Только удержание зон — путь к победе.
believe that they did start a D3, but it got scrapped at some point. I don't know when. That's what I believe. You can have whatever take you want on that, but obviously there's no like proof of that as of this moment. So until something has come out and said, which I don't think they ever will, because they would get crucified if they came out and said, hey guys, we were making a D3, but it got scrapped. Sorry. Now you're going to have to wait another however many years. But people would wait. The thing is like, I've said this. People, it's not like people will never play Destiny again. They're just waiting for something cool to happen. They have a very large amount of players that like their franchise, but they would just rather play something else for the time being until they actually do something cool. What was the other thing I wanted to talk about? Oh, yeah. Okay, so along with that, I literally talked to the devs the one time I was at a community summit because I had brought up the idea of making a Forge mode. So, I mean, you guys know what Forge is, right? Like, if you know of Halo, like, you can create your own maps, you could create your own game modes, like, it's an obvious thing at this point. I've been saying this for however many years. I brought this up to them, and it was kind of shot down. It was like, yeah, we could do this, but it would take us, like, 3 years to do. And you know when that was? It was over 3 years ago. So... yeah, so here we are. It's just like, I just don't understand how we can sit and say this when the things that actually would make a big difference, especially with like letting the community be able to create stuff on their own with like a Forge mode, how are we gonna sit and say that this would save the game when they're literally shutting it down when it's brought up to them? Because it wasn't like a new thing that was brought up either. It's not some great innovation that I had. It's something that they've obviously, has been brought up to them before. Yet another example of we're listening? Yeah, I mean, it blew my mind when I heard that. It's like, oh, like, yeah, we could do this really cool thing, but it would take us a long time and we don't want to do that. That's basically what clicked in my head after I had that conversation. And I don't know. He is right. Like it is a messy world, but it's from the perspective that management at this company blows ass. They don't know what they're doing. They don't understand what the players want, and they're just there for money. But there was some other big point I had with this too that like really frustrated me. I mean, from this point though, people would wait 5 to 6 years. People are gonna go play something else. Bungie is gonna have to take a huge money loss and pray that it works out. But to say that it would take 5 to 6 years, if they really like put their head to the grindstone, they could crank out a new game in 3 years. I do think that. It might take a little bit longer if they actually wanted to put in some effort, maybe, you know, build on a new engine that doesn't, like, create all these problems for the current state of the game. Don't even get me started on that. I think it's really naive to sit and say the creators and players have zero clue about how game design works. I don't think you need to have the biggest grasp on how game design works to understand what is best for the game. I know game dev is hard. I do. I took a coding class, and let me be very clear. That shit is hard. I do not envy those who do it for a living. But to say we have no clue when, like, let's just say from the content creator perspective, I've listened to tens of thousands of opinions about different things on this game over the past however many years. So I will say confidently, more than most people, know what the people want from this game and what would make this game great. I do. And I'm confident saying that. That's not to be like a I know more than everybody type thing. It's just a fact. Because I've lived and breathed this game for the past decade. My job is hard, therefore they cannot do it. That's how this tweet was. I'm gonna be honest, like, I am really getting tired
again, nothing personal to Jake here, but it's like, I'm really getting tired of the narrative of, oh, game dev is hard for me. I just do not care at this point. Us as the consumers pay their paychecks. And if we do not get a product that we like, we do not have to pay for it. I don't care how hard the job is. Like, nobody forced you into game dev. That was your own choice. You know, it's a hard industry to make it in. There are a lot of hard industries to make it in. There are a lot of hard jobs. Plus, it's a disingenuous argument because it isn't just content creators using their own opinion, it's also the community's opinion. Exactly. And I would say my community has formed my opinion more than just me. Like, I have my own opinions, don't get me wrong, but you guys have changed a lot of my opinions about what I used to believe in this game. And I feel like I have a more well-rounded opinion than most people. I don't know. We live in a world where, like, there are a lot of hard jobs, but I'm really getting tired of these game devs bitching about how hard their job is. And people have no clue, like, how this works. We've been trying to help make the game great, but somebody is causing a roadblock at the company. I don't think it's the lower level devs doing, like, the actual coding. It's the people who are on top of, like, managing them. And that's, I feel bad for them in that regard, of, like, the people that are their managers, are the people, like, at the head of their departments, are screwing them over. Because they, like, a lot of these devs are doing good work. In the sense of, like, they're doing what they're told to. But what they're being told to do is not good for the game. Saying, dude, my job is so hard I can't, is just an excuse not to make anything. Yeah, I don't know, man. At a certain point, like, I just don't even know how to word this, man. It's like, it's almost not even worth arguing. I try to stay out of arguments on Twitter. Like, I literally just, I don't even really tweet anymore. Because I don't know. There are a lot of people who just have one opinion and they're not willing to change on it. Have them work construction for a week. That would be interesting. That'd be an interesting video, right? Like job swap. We'll have a game dev who claims their job is so hard, go work construction for a week, and have a construction worker go work game dev. I really wonder how the outcome of something like that would go. Rather than starting out 2 years later. Well, the only thing, again, let's just say Destiny 3 would launch in 2030. I think I'd be there to play it. The only variable is, does Bungie have enough money to weather the storm? And that really, I think, just comes down to, does Sony want to take the loss of revenue over that 5 years? Or are they going to cut budget and just absorb all their employees? What is a construction worker going to do? Exactly. I don't know. I just think you can't tell me it wouldn't be a good video if they did job swap. Let Sony and another studio take a shot at the IP. I still maintain that if they gave the Destiny IP to NetEase, NetEase could crank out a better D3 than Bungie would right now. Sony is probably pissed that the Bungie promised to deliver them less. And besides Final State, it's been also the downside. Yep. Acquired for $3.6 billion. 1.8 of that was supposed to be future projections of the game. When did they get acquired 3 years ago? I almost don't think, like, Destiny's made more than a couple $100 million over 3 years. So I guarantee you Sony's, like, probably over $1 billion in the hole on Destiny.
If I'm just spitballing numbers, but like, yeah, I don't know. I think Jake has some good points here, but at the same time, like, he does have a point with like, there is an amount of negativity and believing that Bungie can do no good. Those people do exist, but do you think it's warranted at this point? Because I do. After a company does stupid things year after year after year to make their franchise that people love worse and worse and worse, people have a very good reason to be angry and think that this company can do no good. There are people who take it too far, obviously, but yeah, in the sense that, like, even if they release D3 tomorrow and it's the greatest game ever, there will remain people who just are haters just to hate. But those are just the people yelling on Twitter. They don't actually do anything or pay any bills, so I don't know why it really matters too much. Если продолжать в том же духе, победа не за горами. Stripping paid story content away from the game forever. I don't know. I understand everybody's argument about the DCV. I'm standing on the ground that, like, even if the Red War was still in the game, you're not playing it. People's main argument is they just don't like having things that they're paid for taken away from them, and I agree with that. I don't like that. But if it was in the game, people wouldn't play it. The only part of the base D2 game that people would play is the raid. That's it. Сегодня and ты the strikes, победила, because the strikes were good. Но уважай своих врагов. Bungie doesn't like strikes anymore. They love battlegrounds, recycled dog shit. So, would I prefer a continuation of Destiny, a prequel, or a timeline? I don't give a shit about the story, if I'm being honest with you. They can do whatever the fuck they want. They could go any direction with that. I just want a fun game that I'm incentivized to log on, shoot the shit with chat, and earn some loot. And go shoot that loot at raid bosses. That's all I want. We wouldn't play Red War, but the strikes would be in GM rotation. Well, the thing is like, it's very reasonable for them to just do that. But people, I don't know, people, I just think have an overly weird hate boner about the DCV. Okay, so, in terms of DCV, if they took all the raids and strikes out of the DCV, do you guys think people would still be bitching about having stuff taken away from them? Because I don't. For people who want to learn the story, I would say yes. Because those people would want to play the campaigns. But yeah, you're right. Like, you can't please everybody. Which is why Activision was right. They should have made a new game after, like, 3 or 4 years. After like, Shadowkeep should have been a new game. The next year should have been D3. We should be on, like, D4 by now. Witch Queen, yeah. I mean, any year you could argue, but we should at least be on D3. So. The problem with the DCV is that it's something that means something else depending on who you talk to. What do you mean? I think Witch Queen should have started working on D3, and post Final Shape, or this year we get D3. So there's gonna be a lot of different varying opinions on like when it should have happened, but I mean we're all on the same page at this point. It's sad that this has to happen
when it's too far gone. There was no foresight on it. I tried to make my opinions very clear back in 2020 that we needed a new game, and here we are 5 years later, and now people are finally realizing it. I'm just frustrated. Just frustrated, man. Liam, thanks for the Prime. And JB, thanks for the 8 months. I get that people like to replay some stuff, but Red War was boring. Maybe it's just... Well, Red War was also built for a different version of the game, where we had 2 primary weapons, you know? It's just, it's almost like a different Destiny. That's why I also don't think having it in the game really does anything. Thanks for the Prime, Fabulous. Okay, yeah, well, we're going in circles about this. TLDR, make D3, people will play when it comes out. Hopefully they have enough money to make it happen. Otherwise, our favorite franchise is probably going to die. Sag. Oh, so you can claim those, I see. Yeah, like... Not feeling it. This would be like a perfect roller game if I'm being honest, because you really don't even have to do that much on keyboard and mouse. It's just like moving and opening chests. Control. I remember the Doug video where he took the citizenship test on stream and almost failed. What is the citizenship test, bro? Нет зон, нет победы. Захватывайте зоны и сокрушайте врагов. Вы захватили зону С. Враг захватил зону А. Получено преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Вы захватили зону А. У вас преимущество по зонам.
Зона С потеряна. Да, страж, сила в единстве. Великолепно. Зона Б захвачена. Получено преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Мертвый враг никого не убьет. Ха-ха! Потеряно, но исход боя все еще не ясен. Осталось 5 минут. Отличное начало. Не опускать оружие. Уважаю тебя, охотник. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам.
Зона Б потеряна. Осталось 3 минуты. Мертвый враг никого не убьет. Ха-ха! Вы захватили зону С. У вас преимущество по зонам. Зона А потеряна. Они почти победили. Признай свое поражение и снова отправляйся в бой. Вы едите чудовищ на завтрак, и вы можете выиграть битву за территорию. Еще раз. This was shot in front of a... The what? What are the Federalist Papers?
Фил Спенсер, вы видели, как там Battlefield 6 стартовал? Какой онлайн в Steam, вся игровая индустрия трясется, все балдеют. Ну, Фил Спенсер, это не выход. Я к тому, что у вас же есть Call of Duty, это супер бренд, люди его покупают просто чтобы покупать, потому что это Call of Duty. А если Black Ops 7 не купят, ну ничего страшного. На это самое, в геймпассе же будут десятки миллионов игроков каждый день. Вы же об этом знаете, вы сами эти отчеты составляли. Ведь Call of Duty, она успешна просто потому, что это Call of Duty, она будет успешной всегда. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про одну из худших игр 2025 года, которая называется Battlefield 6, играть в которую мы никому не рекомендуем. И, конечно же, это байт на комменты, огромное количество фанатов Battlefield сейчас сидит, да что ты такое говоришь, мы спокойно играем в мультиплеер, он великолепен. Он великолепен. Мультиплеер — это услада для глаз, это уникальная атмосфера, это невероятная динамика, это Battlefield. Это явление, равному которому в игровой индустрии нет, не было и не будет. Есть какая-то китайская подделка под названием Delta Force, но там даже нет разрушаемости. Кому это может быть интересно? Есть Battlefield, который вернулся во всем своем блеске и величии, причем вернулся не просто так, а еще и с режимом портал, который позволяет вам создавать собственные мультиплеерные карты и режимы. Про это мы немного сегодня поговорим, но почему столько неприязни, почему столько ненависти и печали у меня во взгляде? Потому что одиночная кампания Battlefield 6 это, если забыть про все матерные слова в лексиконе, то одиночная кампания Battlefield 6 это плохо. Это безидейно. Это грустно, это банально, это скучно и это затянуто, несмотря на то, что на нормальной сложности эту кампанию можно пройти за часа 4 с лишним. И вот смотрите, одиночная кампания Battlefield 6, которую мы сегодня обсудим, это одно большое разочарование, но не единственное, к сожалению, потому что запуск Battlefield 6 это еще одно большое разочарование, это, наверное, худший запуск в истории игровой индустрии, если мы говорим конкретно про тех неудачников, которые поверили компании Electronic Arts и купили Battlefield 6 в их лончере под названием Electronic Arts Play. Или Electronic Arts App, как эта хрень сейчас называется. Небольшое лирическое историческое отступление. Когда-то давным-давно крупные издатели решили, что Габен им не нужен, что он со своими 30% сильно так зажрался, и что теперь у крупных издателей будет свой лончер, где они будут продавать свои замечательные игры. Едва ли не пионером в этом движении выступила, собственно, компания Electronic Arts, которая вышла и на сцене, тогда еще, по-моему, E3, заявила, мол, ребята, у нас будет теперь EA Origin на ПК. Это отдельный лончер, где будут наши игры, Габен, лох, мы, боги. Хочешь покупать наши классные игры от Electronic Arts? Иди в наш лончер. Хочешь играть, я уже не помню тогда что, по-моему, был Mirror's Edge Catalyst или другие проекты, не суть. Но теперь у нас есть отдельный наш дом для наших игр. Потом вся эта тема, естественно, зашла в тупик, и Electronic Arts стала тоже первым крупным издателем, которая вернулась в Steam. Причем, да, сначала выпускала там свои игры, которые вышли только в Origin, а потом начала выпускать в Steam и свои основные проекты. Более того, ряд крупных релизов от Electronic Arts сегодня в Steam не требуют даже этого отдельного приложения. Да, тот же Battlefield 6 вы спокойно покупаете в Steam, и вам не нужны какие-то дополнительные программки, которые там как-то будут привязывать вас к Electronic Arts. Все хорошо, купили в Steam, наслаждаетесь Steam. Но Виталик же не такой, Виталик умный. Виталик купил Battlefield 6 в приложении Electronic Arts. Ну, потому что Виталик купил еще и максимальное издание для того, чтобы отблагодарить Винса Зампеллу, для того, чтобы занести ему максимум денег, для того, чтобы он получил эту поддержку и сделал новый Battlefield гораздо лучше и прекраснее предыдущего, для того, чтобы нападать выскочке Филу Спенсеру, который всего-то потратил $70 миллиардов, чтобы купить Call of Duty, и за 2
года уже фактически уничтожил этот бренд. Винс Зампелло должен добить Call of Duty. Я хочу этого добить при помощи Battlefield. Каково же было мое удивление, что главной проблемой Battlefield 6 на старте были не огромные очереди, а они были огромные. При запуске Battlefield 6, который состоялся в 6 часов вечера по Москве 10 октября, ты внезапно увидел очереди, не маленькие очереди, 500 тысяч человек перед тобой, ты такой: вау, эта игра определенно удалась. Причем очередь шла очень быстро, вот уже там 300 тысяч человек, вот 20 тысяч человек, вот ты уже и в игре оказываешься. Но если ты запускал игру через EA Play или EA App, то ты внезапно оказывался в положении идиота. Потому что игра тебе говорила: так, погоди, ты установил игру, то есть ты запустил игру, а она тебе такая: погоди, а я точно установленный. Слышал, установи меня, пожалуйста. Ты такой нажимаешь на кнопку установить, снова попадаешь в это удивительное приложение Electronic Arts, где видишь, что у тебя все галочки проставлены, игра полностью установлена, со всеми HD-текстурками, все нормально. Возвращаешься к игре, он говорит: я не знаю, где ты там смотрел, но у меня такое ощущение, что у меня не стоит ничто буквально. Ни HD-текстуры, ни одиночной кампании, ни мультиплеер. Слышь, сделай что-нибудь. Ты возвращаешься обратно в это приложение, удаляешь все галочки, пытаешься все это перекачивать, игра такая: ничего не могу сказать, у меня не стоит. Я не вижу. Ну, короче, мучились мы с этим где-то часа 2. Туда-сюда удаляли, перекачивали, оно не запускалось. Я завистью смотрел на тех стримеров, которые уже спокойно играли. А почему они спокойно играли? Потому что они купили версию, в Стиме. И слава богу, что на наши мольбы Стена не отреагировал дубайский шейх Юра, который нам до этого подарил золотую видеокарту RTX 5090 и микрофон Союз, который сказал: ребята, вот вам Battlefield 6 в Стиме. И мы скачали игру в Стиме. Причем, что забавно, игра в Стиме скачалась быстрее, чем просто устанавливался HD-текстурный пак в приложении Electronic Arts. Там мало того, что игра скачивается, она еще и устанавливается. Причем устанавливается дольше, чем скачивается. Как это работает? В общем, Эндрю Уилсон, глава Electronic Arts, был в печали. Винс Зампелло, человек, который возглавляет подразделение Battlefield, был просто в шоке. И он в Твиттере писал: ребята, короче, я тут уже накричал на кого надо, мы что-то там пытаемся решить, не знаем, что произошло, но, пожалуйста, верните деньги за игру в приложении Electronic Arts, там есть такая вот опция, верните деньги и купите игру в Steam. Я сказал: Винс Зампелло, отличная идея, хорошо, я пойду верну деньги из приложения Electronic Arts, только это приложение мне говорит: слушай, у нас вот эта вот специальная утилита, она недоступна. Я вчера вечером проверял эту утилиту, она была недоступна, а потом ночью, потом утром, потом днем я не мог зайти в этот сервис. Компания Electronic Arts очевидно решила: слушай, а давайте сделаем так, чтобы люди купили две версии. Вот через наше приложение, через Steam, им же хочется играть, им же хочется, играть, они их не хотят ждать. Поэтому вот пусть посидят, а потом решат, где им лучше вот это все. Возможно, они решат оставить и это, а мы заработаем в 2 раза больше. Ну, у меня такая вот шизотеория возникла. В любом случае, ситуация неприятная. То есть я был уже конкретно раздражен. То есть ты вроде бы купил игру, но не можешь в нее играть. Ты смотришь, как она грузится, ты смотришь на эту долбаную очередь, ты смотришь на реакцию игры, у меня не стоит. Выходишь, что-то там перезапускать, у меня не стоит. После этого запускаешь игру из Steam. В Steam все стоит. У Габена всегда стоит. Запомните это, дорогие друзья. В общем, запускаешь игру, начинается одиночная кампания, и начинается она с лютого бреда. И у тебя умножается раздражение. Вместо того, чтобы получить яркую, крутую, офигенную военную кампанию, ты получаешь нечто. И вот давайте, перед тем, как обсуждать одиночную кампанию Battlefield 6, вернемся немного в прошлое. Предыдущие проекты Винса Зампелло.
Я бы сказал, вернемся в далекое прошлое, но ненадолго. Карьера Винса Зампелла в игровой индустрии, она очень богатая. Она связана с такими играми, как Medal of Honor, Allied Soul, Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 и Titanfall 2. Так вот, эти игры известны в том числе классными сюжетными кампаниями. Более того, что ранний Medal of Honor, этот Allied Assault, что, собственно, первый Call of Duty, что Call of Duty 4 Modern Warfare были известны благодаря сюжетной кампании. Собственно, с Call of Duty 4 Modern Warfare началось вот это сверхпобедоносное шествие франшизы Call of Duty еще и как мультиплеерные забавы с этой вот прокачкой, перками, престиж-классами, ну и прочей веселушной лабудой для любителей мультиплеера. Но это важно. Call of Duty немалую часть своей ранней истории была ценна сюжетом. Да и, собственно, Titanfall 2 это до сих пор едва ли не лучшая на данный момент сюжетно-постановочная кампания. Сколько раз мы советовали Titanfall 2, столько раз еще и посоветуем. Если вы как-то до сих пор смотрите нас и не играли в Titanfall, идите и играйте. Это великолепный сюжетно-постановочный шутер с обалденной динамикой отношений между главным героем и разумным роботом, с обалденным геймплейным разнообразием, включая момент, где ты между прошлым и будущим переносишься, и в одном моменте ты сражаешься с людьми, а в другом моменте с монстрами. Это в рамках одной, по сути, перестрелки. Супер! Супер! Titanfall 2 это прекрасно. И разработку этих проектов, да, курировал Винс Зампелла. С его личностью в том числе связаны вот эти классные сюжетные кампании. Поэтому мы от Battlefield 6, ну, может, ждали громкое слово, но робко надеялись на интересную сюжетную кампанию в стиле такой традиционной военщины, если верить бегущему роду. В общем, смотрите, после провала Battlefield 2042, после всей ненависти со стороны общественности, со стороны игроков, после того, как они проигнорировали, собственно говоря, этот релиз, было понимание, что все, Battlefield можно закрывать, этот бренд никому не нужен. Был один в поле воин, Антон Логвинов, который выходил и пытался сражаться с этой саранчой, которая накатывалась на него и говорила: Battlefield отстой, это ужасная игра, эти плоские карты, этот хреновый баланс. Антон Логвинов стоял и говорил: это величие, это потрясающе, это лучший Battlefield, но никто ему не верил. Заблудшие души. В общем, Battlefield казалось кирдык, но да придет спаситель, сказал Эндрю Уилсон, глава Electronic Arts, и назначил Винса Зампеллу, самого Винса Зампеллу, во главе подразделения курировать все направление Battlefield. А Винс Зампелло — это человек с огромным послужным списком, человек, который создавал одни из лучших военных шутеров, одни из лучших, лучшие военные шутеры, в принципе, в истории. После Modern Warfare 1 и 2, после Call of Duty 1 и 2, какой фурор произвела первая Call of Duty, какой фурор произвела вторая Call of Duty, и особенно как шокировали сюжетные повороты в Modern Warfare 1 и 2. Я говорю не про перезапущенный типа ремейки, я про оригинальные от 2007 и 2009 года. Прикинь, 2 года между разными частями. Кстати, потом Activision Blizzard выпустила графические ремейки этих игр, если не играли, оцените. Человек показывал тогда, человек показывал более 15 лет назад, как можно делать и как нужно делать военные шутаны. Отстреливать болванчиков в коридорах грустно, всегда грустно. Какое бы разнообразное оружие ты ни подбрасывал, тебе нужно людей развлекать, генерировать новые события, генерировать новые перестрелки. Тебе нужно разнообразие стелс-миссии с каким-нибудь ядерным Армагеддоном. Тебе нужно умело шокировать людей вот так вот, выключая вроде бы центральных персонажей. Тебе нужно делать так, чтобы людям было интересно. А это достигается путем ярких злодеев, интересных событий, необычных ситуаций, ну и крутых протагонистов. Все помнят Капитана Прайса, все помнят главных злодеев, Call of Duty. Макаров, Шепард. Ну да, классные злодеи. Это, если что, я не шучу, это я их перечисляю. Госта все помнят, а персонаж ни одного слова, собственно, в классических Call of Duty насчет новых я уже не знаю, не сказал. Винс Зампелло и его команда придумали интересное направление.
крутой постановочный тир. Они не стали делать какой-то супер крутой искусственный интеллект, чтобы оригинальная трилогия Хейла сгорела от стыда. Они не стали делать какую-то супер крутую разрушаемость. Они не стали в принципе делать какие-то супер крутые геймплейные фишечки. Но они начали делать офигительную событийность, чтобы каждая миссия тебя шокировала, чтобы каждый момент прочно вгрызался в твою память, чтобы, например, игра начиналась с того, что героя, главного, не главного, куда-то везут, а потом убивают. Все. Что дальше? А дальше, собственно, начинается один момент, второй момент, один персонаж. Капитан Прайс здесь, Капитан Прайс в Припяти. Капитан Прайс в Припяти куда-то там ползет, что-то там делает, происходят какие-то жутковатые, леденящие кровь события. Сцена, когда ты лежишь твоими, на тебя идут враги, она же до сих пор мурашки вызывает. Вот что умела делать команда Винса Зампеллы. А момент, когда нужно было устранить главного злодея Захаева, который они, кстати, потом классно обыграли в продолжении. В общем, Call of Duty тогда это было величие. То есть ты смотрел, вот как надо делать. Многие пытались делать как в Call of Duty. Многие пытались превзойти Call of Duty. Сама Call of Duty уже стала пародией на саму себя. И вот Battlefield перезагружается. Причем перезагружается именно как такой шутер в стиле Modern Warfare. Пожалуйста, сделайте крутой постановочный тир в стиле Modern Warfare. А больше мы не просим. Причем с напыхом батлфилдовским, чтобы мы чувствовали, что это война, а не просто узенький коридорчик. Чтобы танки, истребители, чтобы армия на армию, вот эти взрывы, чтобы было ощущение, как будто ты в мультиплеере, но при этом ты проходишь одиночную кампанию. Казалось бы, небольшая проблема, тем более, что когда-то Battlefield был таким. Я говорю про Bad Company 2, например, когда нам показывали очень яркую, классную картинку, когда нам показывали крутых протагонистов, когда нам показывали военный конфликт, армия на армию, ты такой... Хорошо, интересно, чем вы это продолжите? Battlefield 3, Battlefield 4 и внезапно Battlefield 6. Battlefield 6 это просто ужас и разочарование. Почему? Потому что это не постановочный тир. Это тупой тир. У тебя просто коридор, ты по нему идешь и стреляешь по болванчикам. Снова и снова и снова. Иногда игра такая, ой-ой-ой, да-да-да, сейчас, постановочка. Вот на машинке покатайся с пулеметиком, как тебе понравилось? Нет. Вот на танке покатайся, как тебе понравилось? Нет, это убого. Слушай, ну вот на вертолетике полетай, ну мы, правда, не дадим тебе полетать на вертолетике, но, по крайней мере, ты вот посмотришь на панораму свысока. А, кстати, есть расхожее мнение, что, мол, кампания в Battlefield 6 это, по сути, такая подготовка к мультиплееру с объяснением каких-то базовых элементов мультиплеера. Так нет же. Мультиплеер в Battlefield это большие карты, это эффектный хаос боя, это активное использование техники, это в том числе авиация. Кстати, почему в Battlefield 6 в сюжетной кампании нет авиации, хотя в мультиплеере авиация есть? Есть же. Ну, конечно. Сумасшедший, да. Пожалуйста, то есть почему этого нет в сюжетной кампании? Почему сюжетную кампанию Battlefield 6 хочется назвать каким-то шутер-конструктором для начинающих, ну даже для совсем начинающих разработчиков? То есть пацанам дали, вот смотрите, движок Frostbite, вот куски мультиплеерных карт, ассеты. Место действия у нас в Грузии, мы расскажем почему. Место действия у нас Грузия, Гибралтар, Каир, ну то есть Египет, Нью-Йорк, то есть США и Таджикистан, финальная точка и огненное кольцо, которое там сжимается. Больше всего досталось бедному Таджикистану. Вы себе не представляете как, сейчас мы это обсудим. И вот, кажется, действие прыгает из одной стороны в другую, ты мог бы что-то нагенерить из этого. Но нет, они просто взяли ассеты, расставили болванчиков, причем даже болванчиков они расставили убого. Не раз и не два, на протяжении всей кампании ты видишь одну и ту же ситуацию, когда бедных болванчиков выпускают, они так вот шеренгой несутся друг за другом, им говорят, остановитесь, они останавливаются, ты в это время их расстреливаешь, болванчики закончились, снова отряд болванчиков приходит, ты смотришь на это и такой, 25-й год, вы даже не научились, не сумели нормально противников на поле боя доставлять, чтобы это не смотрелось так по-уродски. Собственно, в лучших частях Call of Duty тупость противников за вот этой событийностью и скрывали, когда ты куда-то бежишь, когда у тебя ощущение вот именно что в моменте. Например, в Call of Duty Modern Warfare 2 был момент Павела.
когда ты оказывался, собственно, в фавелах и видел там каких-то гражданских, которые в ужасе разбегаются, ты должен был догнать злодея, чтобы выведать у него информацию, и у тебя было вот это вот ощущение погони, и за этим ощущением погони ты не видел, да, что мир картонный, что все вокруг постановочное, что противники экстремально тупые, что весь вот этот вот хаос фавел создан исключительно в рамках очень узенького коридорчика. Но Battlefield 6, современный кросбайт, современные технологии дают тебе возможность создать хаос боя на, возможно, даже большем масштабе. Но ты, разработчики, точнее, Battlefield 6 не создают этого. Они буквально тебе дают коридор, аренка, и стабильно просто наваливают болванов и болванок в этих коридорах и аренках. Собственно, когда появились обзоры Battlefield 6 до релиза, и мы увидели, что издание IGN влепило сюжетной кампании 5 баллов, мы такие удивились. Типа, а как это? А что это IGN? Это внезапно не понравилось. Тем более это верхушка верхнего интернета. Да, это буквально вершина верхушки верхнего интернета. И мы такие, а что случилось, IGN? Чемоданы от Electronic Arts не доехали? То есть Конкорду 7 баллов можно? Этот обозреватель сюжетной кампании Black Ops 6 сколько там залепил? 8 или 9? А чё это? А чё это? А за что это вы вот так вот Battlefield 6 не любите? Собственно, после прохождения кампании в случае с Виталиком и после просмотра прохождения кампании в моем случае все стало на свои места. В общем, смотрите, у нас вроде бы есть разные регионы, куда мы сваливаемся, разные декорации, одни и те же болванчики, но вроде какое-никакое разнообразие, иногда действие даже происходит ночью, и приходится пользоваться прибором ночного видения. Ни хрена себе! Иногда нужно на машинке там куда-то мчаться по метро, лавируя между обрушающимися обломками. В Call of Duty никогда такого не было. Это я, конечно, иронизирую. Как раз таки в Call of Duty это и было. Причем, кажется, даже недавно. В общем, ты такой играешь, думаешь, что это такое? Игра проходится за 5 часов, но успевает тебе надоесть. Она монотонная. Ты снова и снова одно и то же. Снова и снова одно и то же. Игра тебя не удивляет, не изумляет. Но при этом она тебя периодически пытается развлекать сюжетом. И вот как только они начинают наваливать сюжет, а делают они это где-то с самого начала до самого конца, ты такой хватаешься за голову и говоришь, ребята, нельзя быть такими трусливыми разработчиками в наши дни. Проблема этой игры заключается в том, что они пытаются быть настолько далеко от политики, что придумали такой бред, который на голову просто не налазит. Например, в этой игре нам показывают, типа альтернативную вселенную. Альтернативную вселенную, где нет России, нет Китая, они вообще не считаются за игроков, да? Есть НАТО, которая расширилась настолько, что уже лопнула. И этот отвалившийся кусочек называется теперь ЧВК «Армата». Частная военная компания. Кто его возглавляет, хрен его знает. Нам показали пару раз какого-то злодея, условного злодея, который появился в кадре и сказал: «Я злой злодей, я творю зло, потому что я хочу этого». Это не буквальная цитата, но это практически вот то, что он имеет в виду. Мы должны... Порядок через силу, вот это... Что? Какая твоя цель? Потом нам раскрывают. Сейчас немного будет экспозиции, да? Небольшое отступление. Даже в недавних Call of Duty, даже то, что осталось от творческой жилки во внутренних студиях Activision Blizzard, пытается представлять каких-нибудь злодеев. Так вот, смотрите, вот это НАТО расширилось и лопнуло. Появилась ЧВК «Армата». И эта ЧВК «Армата» напала на НАТО. Зачем? Ой, там очень страшная тайна, которая там раскрывается. Зачем она это сделала? Никто не знает, но по какой-то причине ЧВК «Армата» сказала: так, Грузия наша. И, собственно говоря, первая миссия в Грузии. НАТО выводит свои войска из Грузии, но ЧВК «Армата» в то время, когда НАТО послушно выводит свои войска из Грузии, нападает на натовские войска. Потом нападает на Гибралтар, потом нападает на Каир, потом нападает на Нью-Йорк, потом нападает на Таджикистан. В определенный момент 12 стран, государств, представителей НАТО говорят: идите нафиг, мы поняли, кто тут главный, и ушли в ЧВК «Армата». 12 стран, среди них предположительно Прибалтийские тигры и Албания. И, наверное, половина Польши. И Румыния. Насчет половины Польши неизвестно, потому что, как говорят злые языки, в Польше мнения по этому поводу разделились.
Я, конечно же, набрасываю. Прикол-то в том, что у нас получается действительно НАТО против НАТО. Натовская техника против натовской техники. Натовское оружие против натовского оружия. Специалисты говорят, что у ЧВК «Армата» где-то там мелькал в воздухе Су-57. А где калаш? Где калаш? Где калаш? Я вот проходил, пытался найти калаш в этой компании, найти не мог. Я не мог нормально настреляться. Какую-то фигню постоянно в руки пихали. В общем, получается такая вот удивительная картина. Что же это происходит? Чё это они атакуют? Чё это прибалтийские тигры и Албания так обезумели, что решили отжать Грузию, Таджикистан, Египет и Нью-Йорк? Есть ответ, дорогие друзья. И он кроется в Вагинии, ну точнее в Вирджинии, где засела очень важная женщина. Дело в том, что структура компании в Battlefield 6 отсылает нас к Black Ops 1. Помните, там Мейсон сидел, и у него спрашивали, что за числа, вот, а он говорил, да не помню я, отвалите, и попутно вспоминал фрагменты своей богатой биографии и различные там секретные операции. Так вот, здесь отряд спецназа приходит в Вирджинии к Вагинии и начинает задавать ей разные неудобные вопросы, и это чередуется, собственно, с миссиями там в Гибралтаре, Грузии и так далее. Да, спецназовцы типа хорошие, но они выяснили, что эта черная Вагиния определенно что-то не то задумала. Она из высших эшелонов власти, она тут что-то закрутила, завертела. Более того, под угрозой оказалась жизнь самого президента США, некого Педро Мария Алехандро Фернандеса. Ну, имеется в виду просто президент Фернандес, но это имя я выдумал, мне нравится. Педро Мария Алехандро Фернандес, президент США. Известный также под кодовым именем гербы у врагов, и победа будет ваша. Извиняемся, осуждаем. Устроили, и вот нам нужно было вызволять этого президента США, и мы его там вызволили, потому что это важно, это надо, он должен был как бы это все остановить, и более того, вот когда уже состоялось покушение на Педро Мария Алехандро Фернандеса, он тогда вышел перед телекамерой и сказал, вот это вот ЧВК Армата, мы не снимем, мы объявляем им войну, мы знаем, где ваше логово, мы вас покараем, мы вас настигнем, короче, вся американская армия едет в Таджикистан. И вот Таджикистан — это финальное поле боя. И ты такой, бедный Таджикистан, за что ему такое? Короче, в финале в Таджикистане не осталось ничего. Ты, когда поднимаешься на вертолетике, весь Таджикистан в огне. Немалая часть Таджикистана А что это так бумкнуло? Там бабахнуло, да, там начальника «Зачем ругаешься?» максимальном уровне произошло. До этого, кстати, еще в Таджикистане силы НАТО разносят к чертям собачьим дамбу. Ну, в общем-то, до этого, кстати, они разносят мосты в Нью-Йорке, потому что там едет поезд, вероятно, со злодеями и каким-то источником опасности. Да, здесь основные разрушения творят силы НАТО, потому что так надо. А что еще остается? Очень напоминает момент из юмористического шоу, там, когда фрицы друг на друга смотрят. Ганса, мы что, плохие? Ну, они же как бы сражаются с этим вот ЧВК Армата, и если они не сделают это, ЧВК Армата сделает еще большее зло. Ну, ЧВК Армата финансируется ЦРУ. Подожди, про то, что ЧВК Армата финансируется ЦРУ, мы как раз узнаем это страшное откровение, когда вот эти спецназовцы, которые прошли через все эти бои, которые пришли к этой черной Вагине и сказали, рассказывай нам все, давай, ныряют на дно, докапываются до самой сути и выясняют, что оказывается-то это все придумала ЦРУ. Короче, план ЦРУ. Смотрите, ребята. Вот России, Китая нет. Вот все забыли вот эти вот угрозы, про которые там агент Дональд периодически говорит. Вот России, Китая нет. Но есть НАТО. И НАТО слишком большая и слишком ленивая, поэтому НАТО надо разделить, а потом НАТО будет воевать с НАТО, Америка будет им продавать оружие, и все, типа, солдаты будут учиться, оружие будет покупаться, деньги будут течь рекой. Ура! Америка, fuck yeah. И в финале Мерфи, это, кстати, чернокожий парень, вот он смотрит на эту черную Вагинию и говорит, молись, молись, щучка, сейчас у тебя
прикончу. Нам, к сожалению, этого не показывают, но я знаю, чем заканчивается история Мерфи. Он после службы отправляется в Детройт, устраивается в полицию, ну, естественно, начинает новичком, но быстро завоевывает доверие своих сослуживцев. Потом попадает в перестрелку, ему отпиначивают конечности, и его едва живое тело доставляют в корпорацию, которая превращает его в Робокопа. И так начинается игра Робокоп Рок Сити. Кстати, попробуйте. Да, кстати, тема, то есть для этого немножко делают полностью закрытым. Да. Чтобы другие полицейских не внесли. Спонсор выпуска — Комитет качественного контента. В общем, когда ты проходишь кампанию Battlefield 6, ты понять не можешь, как оно такое получилось. Вроде бы Вин Зампелло, человек, который понимает, как должна выглядеть увлекательная кампания. Вроде бы студия EA Motive. Студия EA Motive. Они до этого делали кампанию для Star Wars Battlefront 2. Ну, там, если верить слухам, с сюжетной кампанией Battlefield 6 было все не слава богу. Сначала ее делала одна студия, а потом у этой студии забрали весь контент, передали другой студии. Другая студия на это посмотрела, сказала, это все очень плохо пахнет, мы сделаем что-то свое. Но в итоге, что выросло, то выросло. Естественно, ради проблем сюжетной кампании релиз Battlefield 6 переносить не собирались, поэтому те, у кого оказались останки сюжетной кампании, им пришлось буквально из контента и какой-то матери лепить вот этого вот дурно пахнущего конника и говорить, ну посмотрите, ну а что вы хотите, никто не играет в Battlefield ради кампании, ну а что вы хотите, это подготовка к мультиплееру, ну а что вы хотите, точка, конец предложения. И в свете всех вот этих вот аргументов у меня лично возникает а нахрена эта сюжетная кампания? Хороший вопрос, и, честно говоря, лучше бы ее не было. По одной простой причине. Впечатление испорчено напрочь от Battlefield 6. Сначала мне испортили впечатление из-за того, что я купил игру в этом долбанном приложении Electronic Arts. Не допускайте моих ошибок, все покупайте только в Steam. Ключ там активируйте как-нибудь, все. Приложение Electronic Arts — вечный блок. Никогда им не пользуюсь, потому что они подвели тебя в самый ответственный момент. Окей. Но кроме этого, я ворвался в Battlefield через кампанию. Я допустил стратегическую ошибку для того, чтобы сразу увлечься мультиплеером, а потом уже запустить кампанию. Я сразу начал знакомиться с кампанией, провел 5 часов в этом странном месте, с этими странными героями, с этим странным сюжетом, который хрен знает откуда вообще вылез. Ты на это смотришь и понимаешь, лучше бы они нахрен это убрали. Те же самые деньги я готов был заплатить за Battlefield 6 чисто с мультиплеером, чисто с режимом портал, который позволяет тебе создавать собственные мультиплеерные карты и режимы, и с гипотетической какой-то королевской битвой. Я Battlefield 6 теперь уж точно покупал только ради мультиплеера. Компания здесь ужасна, она портит впечатление. Я разочарован был Battlefield 6. То есть я вот сначала посидел несколько часов в ожидании, когда-то у меня игра встанет, в итоге она встала только, к сожалению, в Steam. После этого прошел кампанию, и меня пропало нахуй желание дальше играть в Battlefield 6. Вас когда-нибудь предавал лучший друг? Меня никогда не предавал лучший друг, но я испытал эти же эмоции. Меня предал Вин Зампелло, которому я доверял 100%. А теперь я от этого перца могу ожидать все, что угодно. Я уже не верю в Battlefield 7. То есть, да, мультиплеер там, наверное, будет классным, а вот в качество кампании уже, извините, верить не получается. Мы-то, когда видели первый презентационный трейлер, он же был сногсшибательный. Он тебя вдохновил, после него ты бегал по всему интернету и кричал: Филя Спенсер, Call of Duty, идите нафиг. Не, ну Call of Duty это и так идет нахрен, но в этом трейлере были классные моменты. Кстати, в сюжетной кампании, там типа взрыв моста, еще какие-то бабахи, они будто пришиты белыми нитками. Они очень странно как-то добавлены, и добавлялись такое ощущение в последний момент, когда, возможно, какой-то куратор этой сюжетной кампании посмотрел на то, что сляпали разработчики, и сказал, ну это никак вообще, это стыдно даже в качестве добавки продавать. Давайте мы хоть пару каких-то эффектных сцен сюда налепим. Кстати, пару эффектных сцен сюда налепим. Иногда в сюжетной кампании внезапно включаются CG-ролики 30 FPS.
ну, консольщикам-то привычно, но если ты ПКшника играешь в 100 плюс FPS, ты сразу видишь такой резкий переход, и у тебя возникает вопрос, а почему не движки? Ну, логично же, в таких вот постановочных играх вот эти вот постановочные моменты, они, ну, на движке делаются. Зачем под ЦГ делать? Может, вообще отдельные студии это заказывали? Кстати, по поводу ЦГ. Первый анонсирующий трейлер, то есть почему у меня такое разочарование? Первый анонсирующий трейлер. Офигенная графика, офигенная постановка, плюс там как раз ЦГ навалили по полной программе. Этого в игре нет. Есть сцены типа такие же, вот президент вроде бы ту же самую речь говорит, но просто с экрана телевизора и не производит такого впечатления. Причем делает это, скорее всего, даже не ЦГ-версия, а вот тот самый компьютерный болванчик, с которым ты бегаешь. Чё там, как дела, Педро Мария Алехандро Фернандес? Отлично, ребята! Извините, на ЦГ денег не хватило. Плюс к этому в этом трейлере нам показывали сцены, когда вот эта бравая американская военщина, куча народа, все вперед, самолеты, вертикальный взлет. Кайф! Шикарно! Великолепно! Где это в одиночной компании? Где? Нас обманули, друзья. Этого в одиночной компании даже близко нет. Нет ощущения масштаба, нет ощущения какого-то великого откровения. Вот трейлер, да, трейлер это в стиле Винса Зампелла. Вот, вероятно, такой компания и задумывалась. Но этот трейлер, к сожалению, на 100% вводит в заблуждение. Компания это одно большое разочарование. Возможно, именно поэтому я настолько раздосадован. Я не ожидал, что будет настолько плохо и безыдейно, пресно и невкусно, что разработчики допустят абсолютно все ошибки, которые когда-то допускали те ребята, которые пытались в свое время угнаться за Call of Duty. Типа, что такое Call of Duty? Это военный шутер. Бегаем по коридорчику, отстреливаем болванчиков. А что вы придумали? Ну, мы теперь отстреливаем не только болванчиков, но и болванок. Имеется в виду, что здесь солдаты мужского пола, и женского. И поэтому периодически ты стреляешь по болванкам, а они кричат вот женскими голосами. Мне неприятно отстреливать женщин в компьютерных играх. Я про это буду всегда напоминать. Компания Ubisoft меня поломала. Почему в каждой игре, где я оказываюсь, мне приходится отстреливать женщин? Я не хочу этого, да? Или бить их, да? То есть мне это неприятно, но они меня снова и снова это... То есть почему это ЧВК Армата? Мы сначала думали, что это такая аллюзия на российскую армию, ни хрена подобного. Там 50 на 50 где-то процентное соотношение. Может это китайцы? Нет, в китайской армии тоже такого нет. В общем, что-то не то получилось. То есть мы убираем эту компанию из комплекта, забываем про ее существование, не проходим. Осторожно, опасно, испортит впечатление. Забудьте про ее существование, даже не инсталируйте. К счастью, можно ее не инсталлировать. Даже не инсталируйте. Сразу уберите ее из комплекта. Нафиг надо. Освободите пространство. И сразу идите наслаждаться мультиплеером. С мультиплеером все хорошо. Я в него после прохождения кампании играл до 4 утра. Мне все очень понравилось. Это атмосфера. Это графика. Графика намного лучше, чем в одиночной кампании. Ощущение войны, которого тебе одиночная кампания даже близко не подарила. И плюс к этому здесь есть режим портал. В чем его гениальность? Я уже пару раз отмечал. Возможность создавать собственные мультиплеерные карты и игровые режимы. Не просто возможность создавать мультиплеерные карты, это возможность копировать мультиплеерные карты, например, из Call of Duty. И уже есть новости, что да, отчаянные ребята, энтузиасты уже копируют мультиплеерные карты из Call of Duty, добавляя их в Battlefield 6. Call of Duty, Black Ops 7, Go Home. И Call of Duty сейчас действительно Go Home, потому что старт у Battlefield 6 в Steam феноменально успешный. Только в день релиза пиковый онлайн добрался почти до 750 тысяч игроков единовременных. На выходные эта цифра может и увеличиться. Аналитики уже начинают нанюхивать цифры типа 2 миллиона проданных копий только в Steam. А есть еще PlayStation 5. Есть еще Xbox, ну и есть еще пару неудачников из EA. Кстати, Виталик по забавной случайности оказался в одной песочнице с доктором Дисреспектом, который тоже купил Battlefield 6 в EA и не мог поиграть. Мы такие, кажется, два идиота на весь YouTube. Если что, доктора Дисреспекта забанили на Твиче, поэтому стримить через YouTube. Вот печально смотрели, когда игра тебе говорит, у меня не стоит.
Доктор Дисреспект хотел бы Виталику предложить поиграть в куличики в этой песочнице, но Виталик для Доктора Дисреспекта оказался слишком старым. А Battlefield 6, да, показывает великолепные результаты. Незадолго до релиза Battlefield 6 там инсайдеры интересную информацию рассказывали, мол, в Activision Blizzard не сильно переживают по поводу хайпа вокруг Battlefield 6, потому что Call of Duty Black Ops 7 все равно будет успешен. Так вот, аккурат к релизу Battlefield 6 компания Activision Blizzard сообщила о том, что запускает бесплатный пробный период для Call of Duty Black Ops 6 на неделю. Причем доступна вся игра целиком и сюжетная кампания. Поиграйте, пожалуйста, в Call of Duty, мы существуем. Еще там у нас хищник где-то появится в каком-то сезоне. Мы есть, ребятки, мы где-то присутствуем. Пиковый суточный онлайн Call of Duty в сервисе Steam сейчас это около 60 тысяч человек. Причем это всего хаба Call of Duty, включая условно-бесплатный модуль Warzone. Собственно, когда этот Warzone запускался, пиковый онлайн Call of Duty в Steam, там не добрался до 500 тысяч игроков единовременных. То есть Battlefield 6 сейчас в рамках Steam Call of Duty растоптал, переиграл, уничтожил, распылил нахрен на атомы. Сейчас в Фильке остается только безуспешно искать штаны, которые были бы не коричневого цвета, и рассказывать о том, что основная аудитория Call of Duty, она на PlayStation. Там же вот была информация, что более 80% продаж Black Ops 6 были на PlayStation. Все хорошо. Это на ПК у нас все плохо. На PlayStation все хорошо. Black Ops 7 выйдет, порядок наведет. Мы Battlefield 6 не боимся. Именно так, наверное, Фил Спенсер сейчас на все это реагирует. Ну и попутно думает, где он будет работать после Microsoft, если вообще будет где-то работать после Microsoft. Ну или, может, будет дальше работать в Microsoft, но не в подразделении Microsoft Gaming. А подразделение Microsoft Gaming он наставит Сарочке Бонд, которая будет разбираться с последствиями запуска 6-го Battlefield. Удачи ей, она ей очень сильно нравится. И в конце выпуска небольшое пожелание Винсу Зампелли. Компания Battlefield 6 плоха, потому что плохие сценаристы, которые имеют около нулевую насмотренность. Сценаристы, которые, очевидно, не читали книг того же самого Тома Клэнси. Пожалуйста, вот вы делаете какой-то политический триллер, почитайте Тома Клэнси, поучитесь у него. Клэнси, это бульварщина на тему холодной войны. Это считалось таким низкопробным чтивом в свое время. Не улыбал. Почитайте книжечки, посмотрите новости, посмотрите, что в мире вообще происходит. Старайтесь придумать свою историю, которая бы тебя впечатляла больше, чем новостная типичная лента, к сожалению, сегодня в мире. Тебе нужно это сделать, если ты хочешь, чтобы твоя игра была успешной. Нормальные сценаристы должны быть с хорошей насмотренностью, с хорошим воображением. И помимо этого, когда ты делаешь игру, тебе нужно напрочь забыть про современную повестку. Потому что повестка из этого Battlefield лезет изо всех щелей. Это и латиноамериканский президент Америки. Это и внезапно расово разнообразный коллектив. Это вот эта черная богиня, которая управляет всем этим ЧВК Армата. И этот главный злодей, который говорит: ребята, я ж типа нормальный пацан, это все она над всеми нами, она сейчас бедный Таджикистан. Любим, помним, скорбим, вот это огненное кольцо. Кстати, Таджикистан здесь напоминает последовательность недостроенных помещений в красивых природных декорациях. Я не был в Таджикистане, но что-то мне кажется, что там не настолько все грустно. Надо делать как раньше. Жестко, четко, по-военному, блин. Делайте военный шутан, делайте по-военному. Вместо вот этих странных соплей, которые лезут изо всех щелей. Не надо так, пожалуйста. Нужно что-то переделать. И я надеюсь, что Винсапелло извлечет уроки из этого неудачного опыта и на самом деле что-то переделает. Потому что это кошмар. На всех уровнях кошмар. Кроме технического. Но технический уровень взят из мультиплеера. И то не смогли нормально реализовать. В общем, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А 3 омега-громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам. Напоминаю, что спонсором можно стать через Бусти, спонсору и ютубчик. А мы пойдем дальше работать в Battlefield 6 мультиплеер. Ура! Надо The Dust.
из Counter-Strike с коммунистом. Зачем? Хочу. Хотите. Ну что, Миш, анимешник Пилотен. Кто это? Понятия не имею. Кто это? Один из величайших злодеев в истории аниме. Сукуна, которому принадлежит знаменитая фраза «Ты посмел коснуться моей души?» И вот в данном случае, да, там, если не кто-то врывается в его пространство и смеет касаться его души, он тогда больно наказывает, потому что это абсолютное зло. Есть зло, есть большое зло и есть абсолют, это Сукун, которому никто не может противостоять. Великолепно. Во втором сезоне магической битвы просто раскрывается полностью. Но почему я вспомнил эту фразу? Потому что есть такой персонаж Вин Зампелла, который посмел коснуться моей души. Ну, имеется в виду, сидел я такой добрый, радостный, думал, я сейчас поиграю в Battlefield, я пройду офигенную кампанию, там вот эти все замуты, Третья мировая, там весь мир в труху, пирамиды в труху, Таджикистан в труху, Нью-Йорк в труху, Грузию в труху. Ну вот там, там как-то так получается. Ну где разворачиваются события, ну вот там, сям, 5-е, 10-е. И Гибралтар, которому повезло больше всех. Не повезло Таджикистану больше всех, к сожалению, да. Так вот, и ты думал, ну все, вот прямо как в Modern Warfare 1, 2, там, возможно, 3, возможно, как в Black Ops, возможно, как в каком-нибудь, прости господи, Titanfall, где... Втором, конечно же, где нет политических таких мотивов, но при этом напых великолепно. Но нет, он посмел коснуться моей души. Я к нему с распростертыми объятиями: Вин Зампелла, я люблю тебя. А он мне так, хопа, панч прям, солнечное сплетение. До свидания, малыш. Хорошую компанию никто не обещал. Я чисто за мультиплеер здесь. И батлайт. И батлайт не всегда мне в Бэткомпани нравится. Когда была-то Бэткомп? Даже компания Battlefield 3, 4, если сегодня вспоминать, то тогда мы снисходительно говорили, ну такое, все равно Battlefield покупают ради мультиплеера, но после этого, извините, нет. Ладно, начинаем. Раз, два, три. Еще немного, и они победят. Враг одержал победу. Зона — это твоя жизнь, страж. Не опускай оружие, и ты это поймешь.
Решил побороться. Зря. Это был плохой план. Да, отвратительно. Кого я гранату? Кто вылетел? Возможно, это был я. Это мой невероятный скилл загораживать охотникам ГГ и спасать всех моб. Ливер может подтвердить. Марс, командуешь? Марс, командуешь? Напоминаю, один человек сначала дает дебаф охотник, после этого начинаем массово атаковать на счет 3. Ну сверхновый. Марс, командуешь? Да. Кто будет бить? Давай я стрельну в него. У тебя дебаф? Ой, нет. Нет, у него ГГшка, наверное. Ну вот, когда Виталиан кинет дебаф, на счет 3 масса ультуем в него. Мне желательно распределить так, чтобы... Архию накинуть парочку. Нет? Можно и так. Так, готовимся. Странно как-то. Значит, я буду... Виталиан, готовься. 1-0. Подожди. Кидаю гранатку. Так. Погнали! Все. Отлично. Ей! Да. Кощинка опять выпал. Конечно, Кощин. На этой неделе именно... Короче,